Ассаламу алейкум ва баракату. Приветствую всех. В первую очередь обязательно проверьте свой VPN, чтобы, вы знаете, на территории России Facebook, Instagram не работает без подключения к VPN. YouTube работает еще пока. Все те, кто желает задать вопросы, вы можете просто-напросто напечатать быстро свой вопрос на WhatsApp, сохранить его и потом, перейдя в Instagram, в комментарии написать и скинуть. Или же отправляйте прямым прямо в YouTube, откуда наш админ из YouTube канала перешлет его к нам на наш канал. Так что сейчас чуть-чуть подождем, пока соберутся. И тематика данного сегодняшнего нашего эфира, как я и сказал, вы видели, наверное, и в Ютубе, и так. О чем будет наш эфир? Вот, и сейчас я быстро отправлю. Как всегда, чтобы не было у нас, отключим телефон и видео, которое некий, как же его звали? Вот он. Надо его отправить на наш канал. Ибрахим, когда будет подключен Facebook и YouTube, дай знать. Дай знать, чтобы мы знали. Вот как раз тебя меня здесь и не хватало. Это подписчик. Это вонючка. Реально жук вонючка. Он такая гадина. Пошел сюда. Вот так отправили. Здесь он. Так. У нас пока первый вопрос. Ответим на вопрос. Ассалам алейкум, ва алейкум ассалам. Бюйстикюэл дал везил масер нохчикам дал алш муг шлойла вейн масар. Дерес хил. Так. Друзья, ну смотрите, сейчас. Многие задавали вопрос мне по поводу высказывания некого Даифа или Дейва. Честно сказать, я не подписчик его, не знаю кто он, но насколько мне стало известно, этот человек обвинил. Конечно, вы можете сказать, что в любом случае, для начала скажите, меня хорошо слышно, видно, все нормально? Чтобы мы не прерывались во время эфира, скажите мне, напишите, дайте знать, хорошо видно, слышно и так далее. Жду вашего комментария по этому поводу. Плохо слышно, хорошо слышно, вообще не слышно, видно, прерывается, нет. Да что? Да, слышно или как мало ли? Это только что, эфир начался только что. Я думаю, подтянутся сейчас с Ютуба, с Телеграма, там с каждого площадка. Не у всех есть Инстаграм. В основном подключаться будут и Фейсбук, и Инстаграм, и Ютуб, и Телеграм канал.
Поэтому что я хочу сказать? Для начала, я знаю, что все четко, все хорошо. Для начала я хочу поблагодарить наших братьев, австрийских Новчи, которые поддерживают наш канал, то есть помогают нам различной технической поддержкой. И как видите, у нас теперь вы очень жаловались, почему у тебя вечно красная кепка со знаком Мерседес или каким-то еще другим знаком. Ну, наши братья австрийские, за что им огромная благодарность, сделали вот такую кепку с картой нашей Родины. Вот, как и с нашим логотипом, который у нас находится поближе к сердцу. И непосредственно сделали вот такой вот подгон, если что, чтобы было понятно. Ну, сейчас немножко жарко, поэтому, как вы знаете, в Чечне знойная жара. Так вот, продолжим. Я надеюсь, чтобы было понятно, было некий блогер на своем паблике, историческом паблике, то, что мне скинул. Скинули ролик, который, если я не ошибаюсь, там то ли 18 минут, то ли 20 минут длится. И на этом ролике он делает предъяву конкретно, если я правильно понимаю, речь идет о том, кто же первый пригласил на Кавказ царскую Россию. Мы говорим о Россию, русских. Он выступает якобы как независимый блогер и указывает и говорит, что все блогеры, которые работают и живут на территории, в основном Северного Кавказа, я так понимаю, речь об этом, потому что только Азербайджан, Армения и Грузия являются независимыми государствами, остальные все субъекты в той или иной мере или же являются субъектом Российской Федерации, или же входят в какие-то близкие дружеские отношения, такие как Южная Осетия или Абхазия. Так вот, не углубляясь, не заходя далеко в политику, я хочу, чтобы было понятно, предъявляет претензии, которые за последние 6 лет идут нападками от наших норнийцев, которые особенно любят упрекать нас договорами. Я, честно сказать, сначала был удивлен немножко, для чего это Даифу. Но, насколько я понимаю, или же, как говорят многие и подписчики, мы обсуждали это непосредственно в нашем телеграм-канале. Говорят, то ли это проплачено, то ли отправлено норнийцами, то ли с запада, то ли с востока. То есть, получается, это сделали или же кумыки, или же ингуши, потому что остальные в этом ролике выглядят не самым лучшим образом. Остальные все у них плохие. Почему? Потому что взаимодействовали с Российской империей, с российской администрацией и так далее и тому подобное. Но я как бы ввожу вас в курс дела. И речь идет о том, кто же первый. Мы обсуждали эту тематику, я знаю, что эта тема была, но эту тему почему-то каким-то странным образом ее чеченцы не сильно обсуждали. А кто привел? Нет. Эта тематика была адрес кабардинцев, насколько я знаю. И были конкретно претензии, хотя мы об этом говорили очень много, что вот якобы Иван Грозный был женат на Марии Темрюковне, и что Российская империя или русские помогали, в первую очередь их якобы пригласили кабардинцы. Была вот такая речь. Но мы этот вопрос поднимали, мы вплоть рассматривали до женитьбы. То есть у нас есть официальные документы, даже как выходила Мария Темрюковна замуж за Ивана Грозного, как это все происходило. То есть эта тематика у нас тоже, по этой тематике мы говорили. Если будет у кого-то желание, мы можем это тоже зачитать в дальнейшем. Так вот, с нашей стороны мы никогда не поднимали, насколько я знаю, не было и речи. Были конкретные претензии, забросы вообще со стороны так называемого злого Изи, или же еще одной представителя блогерской, то ли, ну, я так понимаю, или общественной стороны, какая-то девушка говорила, вот, что якобы есть претензии, там, чеченцы недовольны чем-то и так далее и тому подобное. Не чеченцы в нашем лице, Новчи, точнее, правильно сказать, никогда не предъявляли конкретно каких-то претензий Грузии
Раз. Во-вторых, если же не начинали задевать и рассказывать эти байки о том, что чуть ли не, как рассказывал злой грузин, что якобы в Абхазской войне начала 90-х годов задействованы были до 10 тысяч бойцов из Чеченской республики уже в тот период становления Ичкерии. Или же претензии о том, что чуть ли не 6 тысяч, хотя там говорил сперва, что полк был и так далее, который в 2008 году, вы знаете, на тематику военных действий Грузии и Южной Осетии, что якобы там было задействовано. То говорили 600, потом оказалось 6 тысяч, якобы участвовали в спецоперациях, то есть в военных действиях от Чечни, и эти сказки, что кому-то отрубили голову, играли с головой в футбол и так далее. То есть вот эти сказки приписывали и тем самым пытались рассорить максимально между собой двух соседей, грузинов и Нохчи непосредственно. Но мы знаем, мы об этом с вами говорили, и обязательно опубликуем документы, записи касаемо сколько было задействовано и во время конфликта Абхазского, сколько было задействовано во время юго-осетинского конфликта с Грузией, мы тоже прекрасно знаем. Но после этих, конечно же, предъяв, так сказать, исторически переходится автоматически, само собой, Нохчи начинали говорить, напоминать о Гвишиане, о Берии, о Сталине и многих-многих других вещах, которые происходили там со времен и Багратиони, который воевал здесь, и Арбеляне и так далее и тому подобное. Еще раз повторюсь, для тех, кто смотрит данный стрим, чтобы было понятно, простым людям, конкретно или грузинам, или грузинской нации, или грузинской государственности, это не имеет никакого отношения. У нас очень хорошие взаимоотношения, мы с уважением и с любовью относимся ко всем простым людям. Но есть такие люди, которые якобы представляют этот народ грузинский и начинают наговаривать на представителей нашего народа. И если этих людей оставить, все сохраняется в интернете, и люди реально, просматривая эти ролики даже через 10, через 20 лет, считают, показали, никто не ответил, значит, это правда, значит, все так и было. Чтобы не было вот этой лжи и фальсификации, наговоров, мы хотели бы, конечно, поговорить. Так вот, претензии конкретно Даефа не только к тому, что кто первый привел на Северный Кавказ и на Кавказ вообще русских, он автоматически начинает переходить на Википедию чеченскую и начинает говорить, вот в вашей же Википедии вы самые сильные, вы воинствующие, вы такие же, пишете, что вы, кроме вас, никто не воевал и так далее и тому подобное. И третье обвинение, то есть первое, кто пригласил, второе, на чеченскую Википедию или вообще Википедию как таковой, ссылки в Википедии. И третье, он начинает обвинять и говорить. Я хочу, чтобы вы запомнили это и услышали меня. И он начинает говорить, что якобы чеченские блогеры и чеченские, то есть благосфера, которые есть, работают на Федеральную службу безопасности ФСБ, и что мы говорим или рассказываем по книгам, которые написаны в России, то бишь или в Советском Союзе, которые не являются никакой правдой, которая недостоверна, которая выдуманная, которая вся такая плохая. Вот. Это третье обвинение, так скажем, в этом ролике от этого человека, который представляет якобы грузин. Данная ситуация. И четвертое. Вот по этим трем пунктам, в принципе, можно ответить. И подряд уже дополнительные какие-то прилегающие моменты об истории. Мы постараемся. Я уверен, что нужно ответить. Я хочу, чтобы люди знали, что какова реальность, чтобы люди знали и не думали, все, кто смотрит, чтобы люди знали,
где реальность, а где ложь. Во-первых, что касается чуть ли не приглашения, я кратко пробегусь. Все документы, которые он несет чушь, ответы на эти вопросы есть на нашем канале. То есть вы можете найти. Насчет договора, начнем с самого первого. Насчет, он очень сильно смакует и обсуждает, что Шейх Мурза Акотский, представитель нашего народа, до истории. Я хочу, чтобы один нюанс. В этом ролике, после всех этих обвинений, в том, что якобы блогеры, независимые блогеры, простые маленькие блогеры, которые занимаются историей, которые вообще занимаются, он обвиняет в том, что мы пособники, пособники ФСБ и так далее и тому подобное, и что мы работаем по недостоверным документам и источникам. Этот дайв, я, слушая этот ролик, думаю, наверное, он сейчас предоставит документы персидские, турецкие, грузинские, армянские, те, кто живет по соседству, кроме русских. Это все, кто живет по соседству, или азербайджанские, хорошо. Вот 5 соседей, которые окружают Кавказ со всех сторон, если я не ошибаюсь. Или хорошо, пускай еще будут курдские, пускай еще будут арабские. Для начала, я думаю, вот сейчас я увижу какие-то документы, раз он упрекает нас, что якобы, конечно, что не является достоверным, что мы на кого-то работаем. Я надеялся, что вот сейчас я увижу какие-то документы, которых вообще в мире нету и есть только у них. И я бы знал, откуда вырастут, как говорится, уши в данном вопросе, и кто натаскивал, кто проплачивал, проплачивал, может, гипотетически, кто отправлял вот эти материалы и говорил, что вот нужно сделать ролик тот или иной. Или же кто каким-то образом обидел или задел. Так вот, ожидание каких-то документов я жду. И вы не поверите, уважаемые друзья, этот Дэйв Чикиндез начинает зачитывать документы, все документы российских историков и российских источников. Все без исключения. В основе своей это документы российские. Плюс, или же какие-то документы, которые якобы о каких-то воинствующих кумыках, которые были единственные независимые на Кавказе, которые воевали против Российской империи. Мы с уважением относимся к нашим соседям, братьям, мусульманам, кумыкам. Не подумайте ничего плохого, но в глобальном смысле, то есть какие-то войны, они должны быть зафиксированы. Хоть одним источником, сильным источником или слабым источником, то есть в какой-то общей картине местечковые малые региональные вспышки между собой, общей истории не сильно фиксируются. Фиксируются конкретно только какие-то большие войны между империями или же сопротивление этих народов или варваров против Российской империи или Московской Руси в данной ситуации. И он начинает перечитывать все документы российских источников или русских источников, будь то написано кумыками, будь то другое. Вы представляете, ни одного документа, как таковой, зачитывает даже информацию, он якобы зачитывает с Википедии и потом зачитывает документы. Эти документы все есть. Эти документы, которые он зачитывал, мы вам говорили и рассказывали о Шейх Мурзе Акотском, об этих документах. Вот, есть такая книга, в котором, эта книга называется «История Чечни», чеченцев. Здесь письменных источников, здесь все акаки, документы, все, которые есть. И мы эти документы по Шейху Мурзе Акотскому, который заключил договор, или, так сказать, челобитную, понес Московской Руси и подписал Московской Русью, заключил договор, или же присягу, как любят некоторые, у кого комплекс неполноценности, любят припоминать. Так вот, может, Дэйв Чикиндезович не знает, но Шейх Мурза Акотский не владел всеми чеченскими землями. Шейх Мурза Акотский был
небольшой воевода, по-чеченски это, по нашему родному языку, это Бятчи называется, предводитель, именно Ауха, междуречье Терека и Сулака. Их называют акоками, акисами, акинцами, ауховцами. Туда входят различные наши восточные тейпы, хотя они в основе своей как таковой, изначально родовое их земля находится на западной части нашей Родины, в основном они проживали в этой местности. Так вот, про Шейх Мурзу Акотского, который заключил в 1588, и он на этом шикует. Он так, да вот вы привели. Потом он перескакивает на Марию Тюмрюковну, что кабардинцы якобы привели. А что вот только вы на самом деле, и появились казачьи поселения, которые появились там в 16 веке, что это беглые крепостные крестьяне, которых с Астрахани туда направили, что там были, проживали такие ногчи тейпы, как Варандуай, Гунуай, Уарсхуай и многие другие тейпы. Это по левому берегу Терека. И мы никогда не говорили, что Кавказская война началась с 1760 года со строением Моздокской крепости. Именно конкретно с этого времени считается, что началось противостояние некоторых кабардинских князей. И да, заключенный договор между Шейх Мурзой Акотским, договор челобитный, Дейв, чтобы ты знал, Чекиндезович. Этот договор был нарушен, даже если и был нарушен, отец его заключил, сыну. Это была местечковая, небольшая часть нашей Родины. И в основе там были экономические интересы. И сделаю для тебя сюрприз, такой небольшой, чтобы ты знал. Документы я зачитаю. Это предварительно я вам рассказываю, чтобы у вас было понятие, о чем идет речь. В России, точнее, на Кавказе, Чекиндез Дейвович, чтобы ты знал, я хочу, чтобы ты понимал, все время геополитически, стратегически важное место Кавказ. Ты, наверное, понимаешь, но ты сейчас якобы представляешься как представитель Грузии, ты топишь якобы так, хотя грузины тут вовсе ни при чем. На этой территории все время, еще до даже прихода Российской империи, всегда было геополитическое влияние. То есть одни, другие сменялись, интересы были. Так вот, на период, который ты обсуждаешь, о которых ты говорил, это 16 век, мы можем забежать раньше, и 15 век. До Тамерлана, то есть после Тамерлана, 3 государства, как таковой, после смерти Тамерлана, уже когда начали действовать на территории Кавказа, имели 3 государства, 3 империи, влияние на Кавказ. Без разницы, Кавказ общий, не Закавказье, Северный Кавказ общий. Я надеюсь, надо было тебе с этого. Я не люблю очень приводить такие факты, поскольку я пытаюсь максимально дистанцироваться и не задевать чужую историю. Но поскольку ты начал трогать и говорить о нашем народе, конкретно Ногчи народе, упрекать нас, якобы мы такие хорошие или плохие, я 3 государства, чтобы поэтапно, у меня просто эмоции, я прошу прощения у многих, если я вдруг что-то не так делаю. Так вот, это Персия, надеюсь, ты помнишь, Аббаса, да? Ты же знаешь хорошо историю Грузии. Аббасидов помнишь. Персия, Отtomанская Турция, 2. И 3. Российская империя. 3 государства, как таковой, всегда после того, как они становились могущественными, распространяли свои интересы на эти территории. Так вот, кумыки, о которых ты так говоришь, которые якобы для тебя были независимые, были под злейшими врагами твоего государства, то бишь тюркского. Они были под влиянием Турции. И есть на то документы, и если бы ты захотел, ты бы прочитал. Ты зачитал документы, которые тебе втюхали или проплатили. Я не буду говорить, какие там спецслужбы обвинять, национальный интерес. Я не такой глупый человек, как ты. Потому что здесь нету, это аудитория, это для простых людей. Здесь, чтобы контролировал, не контролировал, это исторические паблики. Здесь говорят про историю.
пытаясь дистанцироваться от политики, потому что или же есть статья в Российской Федерации, мы не имеем права даже друг друга как таковой задевать, потому что есть статья разжигания межнациональной розни, и конкретные сроки дают за это. Если ты вдруг не знаешь, ну да, ты же сейчас в независимом государстве, в Грузии. Вот. А так, здесь каких-то интересов, здесь не занимаются какими-то противозаконными вещами, поэтому занимайтесь своим блогерством. Противозаконно вы ничем не занимаетесь, вас никто не трогает. Так вот, простите за то, что отступил. 3 государства. Кумыки, которых ты называешь, были под влиянием Отtomанской Турции. Дагестан, который ты называешь, по документам, официальным документам, были под персами в основе своей. Как и Грузия. Западный Кавказ, которых ты упрекаешь, черкесы, кабардинцы, то есть адыги, то бишь правильно говорить, не черкесы, не кабардинцы. Это все один народ. Этот народ называется адыгей, которых ты очень сильно, как и чеченцев, упрекаешь в своем ролике. Хотя я не знаю, что тебе и конкретно Грузии сделали, или адыгейцы, или те же самые ногчи, чеченцы. Ну да ладно, видать у тебя какая-то боль, или финансирование прекратится от твоих. Ну, раз ты обвиняешь нас способниками спецслужб российских, мы же можем говорить, что тебе проплатили просто. Отправили фуфло, и ты схавал его. Как это сделали злому грузину, который тоже гнал эту парашу, которого можно было 5 секунд. И что произошло в конце концов? Так вот, 3 империи. И на Западном Кавказе, вплоть до Крыма и Крымского полуострова, и Черкесии имели непосредственно влияние Турции. Влияние это обозначает, что отправлялись в нужное время, отправлялись войска, работали агенты, платились деньги, они отправляли письма, друг друга поддерживали, тюркский мир и так далее и тому подобное. И не были независимыми. Кабардинцы, как ты говоришь, народ адыгей, северный, западный, они разные. Да, ты, конечно, пытался в своем ролике, чтобы не всех обидеть, там, западных адыгов ты называешь красавчиками, а вот у тебя ближе такие северо-восточные, то есть кабардинцы у тебя плохие почему-то, хотя и те, и другие являются одним народом, без исключения. И они это знают, и никто этого не отрицает. Нормальные люди, по крайней мере, тот, кто знает историю. А вот эти внутренние деления, которые якобы между ними есть, и названия черкесы или кабардинцы, им как раз-таки дали те самые русские, которых ты так люто ненавидишь. Ну так. А так они сами себя адыгеи называют. Так вот, западная часть в основе и большая часть кабардинцев, все они, конечно же, были под протекторатом, не скажу, но под влиянием Отtomанской Турции. То есть они поддерживали, помогали. Где-то активнее происходило это, где-то меньше. Я влазить в историю, опять же, их не собираюсь, но так, чтобы было понятно, к чему я говорю. А вот небольшая северная часть, то есть, опять же, небольшие князья или князьки Кабарды, которые владели плоскостными территориями Чечни до реконкисты, они владели землями вплоть до чуть ли не середины нашей родины. Это селение Герменчук, Шали, вплоть до этих земель были плоскостные территории, были под кабардинскими беками. Или черкесскими беками, а точнее сказать, адыгскими беками, если мы говорим исторически правильно. Кумыки владели территориями Чечни. Я чуть уже вперед забегаю. Благодаря российской администрации документы можешь найти. Прошение челобитное, падишах, о великий падишах, разреши нам владеть этими землями. Эти документы тоже есть у нас на канале Республики. После уже шамхальства Тарковского, все они становятся под непосредственным владением под Российской империей. И они владеют нашими землями вплоть чуть ли не до 18 века периодически. Вглубь Чечни и до крепости Грозной, и до крепости Назрань. Эти земли, благодаря поддержке российской администрации, то бишь Российской империи, они владели этими землями. Это плоскостная территория, чтобы ты знал, нашей Родины. С одной стороны шамхалы, с другой
А также мы видим и нуцалы. Нуцалы тоже были в основе своей, вплоть до Турловых, они владели и имели влияние, и точнее поддержку от Российской империи. На то мы тоже публиковали документы. Опять же, те, которые ты говоришь, ненавистные русские документы, где говорится, что они получали жалования, как они просили, чтобы они могли владеть чеченскими землями, но общей землей. То есть вся территория плоскостная, после нашествия Тамерлана, после того, как фактически без малого все историки и полевые материалы говорят почти, что до 20% всего населения было уничтожено Тамерланом, включая и ауховцев, часть нашего народа, к которому относился Шахмурза Акотский. Все ногчи ушли в Галанчожский район, область Нашха, Галанчожск, Тумкали и Шато и так далее. И там выжило небольшое. И с 15 века начинала происходить реконкиста. Я тебе поясняю, чтобы ты, поскольку тебе, может, чтобы у тебя понятие было, о чем речь идет. Они начали потихоньку спускаться с восточной стороны, с западной стороны, возвращаться на свои земли. Малым количеством. Потому что уже после того, как они непосредственно начали приумножаться, размножаться, территории было мало, и они начали возвращать обратно свои земельные наделы. На восточную часть были отправлены, на западную часть. И они на плоскостных территориях, после того, как уже Тамерлан погиб, столкнулись с такими соседями, как нагайцы, как кабардинцы, то бишь адыги, как шамхалы, потомство Шамхала Тарковского, кумыки, потомки ханов и нуцалханов, дагестанских сюлей. Это все плоскостные земли, которые предгорье, так сказать, нашей Родины, было занято этими людьми, когда начала происходить реконкиста. Они спустились, они начали обратно на своих землях оседать и работать. После чего они столкнулись с проблемами. Начали делать набеги. Это не горная местность, это равнинная. Вы знаете, что ногчи и не было в достаточном количестве. Начали делать набеги на этих чеченцев. Делали это. И нагайцы делали это. И кумыки делали это. И потомки Нуцалхана делали это. Вот в этот период на чеченские предводители, старейшины принимают решение, что на тех территориях, куда они спускаются, они для справедливости своей будут приглашать представителей тех или иных народов, с кем они непосредственно. То есть они начали спускаться с гор равномерно. После того, как были загнаны туда, после разрушения Аланского царства, после уничтожения Хазарского каганата, после уничтожения Золотой Орды, во всех этих моментах чеченцы жили на плоскостной территории. Чеченцы — это часть и Аланского царства, чеченцы — это часть и Хазарского государства, потому что под Хазарами пали Аланское царство. А Аланском царстве это было контингент, где были и ногчи чеченцы, и ингуши, и карачаевцы, и балкарцы, и часть адыгейцев, и осетины. Это было вот такое сборное, так сказать, на типа как есть. Так вот, продолжая, к чему я это все говорю, чтобы вы знали. Они начинают спускаться, и они приглашают от каждого представителя, управленца. Это хитрость или мудрость, данная советом старейшины, так называемый Мехтел, было сделано специально, поскольку были силы неравные, нужно задействовать их, и они обязались платить им определенную, там, со 100 овец одну, там, где пшеница есть, остальное. Там, это все тоже описано есть, это не секрет, они были приглашены. Так вот, времена Султанмута, конкретно упоминания, я опровержению скоро сейчас пойду, так что не расходитесь, заходите побольше, готовьте свои вопросы. Султанмут, который был отречен от своего
отца, он был рожден, если я не ошибаюсь, Чопанами называют, кажется. Если я ошибаюсь, может, кумыки поправят, если я неправильно сказал. Он был рожден от черкишанки, то есть мать была адыгейка, а отец был кумык. По крайней мере, история так говорит. И было у него 3 сыновей. 2 родных и 1, то есть от одной матери и отца, кумыка и кумычки, и 1 чапан. Так вот, при очередном разделе, по крайней мере, история так пишет, не знаю достоверность, по крайней мере, сами кумыкские источники так говорят. При разделе имущества этот сын лишается имущества, ему говорят, что он не родной. Но там были свои, я опять же не хочу влазить в эти детали. Он переходит Сулак, получает поддержку от проживающих там чеченцев. Проживание в Тарках чеченцев, Эндере чеченцев, и до того, как Шахмурза Окотский непосредственно заключил договор с Московской Русью, это тоже факт, и вы можете понять это. Так вот, я хочу, чтобы было понятно. Шахмурза Окотский имел на своей стороне определенное количество и влияние на определенную территорию Чечни. То есть восточная, это Аухов, междуречье Терека и Сулака, который ныне называется Кумыкская равнина, и настоящий Аух вот в этой области он управляет. Не всеми территориями, не всей территории нашей Родины. И договор заключал, когда кумыки, если ты был на стороне Султанмута, ты должен был через кумыков заключать договор или получать разрешение иметь, то есть сношение с Турцией только через кумыков. Или же кабардинцев, или же тех, кто непосредственно был с персами. Шахмурза Окотский принимает решение, а ему об этом и говорили. Есть там в истории моменты, где обсуждается, что Шахмурза Окотский узнает от кабардинского князя, что они получили челобитную от Москвы и после этого имеют поддержку, и что через него действует. И он отправляется вместе, если я не ошибаюсь, с одним из кабардинских князей и заключает этот договор. 1588 год, конец 16 века. Какой позор первыми привели чеченцы. Какой позор, какой хаос привели на территорию, которую Российская империя и не хотела. Позвали Северного Варяга к себе домой и посадили. А на Кавказе их никто не любил. Это чеченцы пригласили. А, нет, совместно с ними адыги тоже пригласили. Потому что Мария Темрюковна была выдана. И один князь Темрюкович, понимаете, вот позвал, заключил династийный брак. И вот вся беда, которая была на Кавказе, все эти проблемы, поселение Кавказской линии, кордонной линии по Тереку, заселение, то, что там были посажены терские казаки, или как их иначе называют, гребенские казаки. Это вина тоже тех, потому что Шахмурза Окотский пошел, бил челом и получил разрешение. Или его отец и его сын. То же самое. Там 3 договора, их зачитывают, и они есть, их мы публиковали. И есть ни для кого не секрет. Которое было расторгнуто очень быстро для понимания Дейфа Чекиндезовича, который не знает, наверное, опять же, со стороны, поскольку Россия в тот период, не хочу забегать вперед, Россия как таковой не имела сильные интересы. Была, не забывайте, Крымская война, Турецкая война, до этого я имею в виду, и так далее. То есть были и другие территории, прямо чтобы они хотели забрать, потому что Российская империя делала очень на тот период, как и делали остальные, и Турция, и Персия. Кто заключал договор, оказывалась финансовая помощь и военная помощь. О да, а была ли Грузия? Я прошу, уважаемые подписчики, все, кто меня слушает, у нас нету, еще раз повторюсь, нет никаких претензий ни к соседям и хорошим друзьям, грузинам. Но я хочу исторически, раз нас упрекают, а была ли Грузия вообще в каких-либо сношениях с Россией? Первый вопрос, это Дейв Чекиндезович, ты же упрекаешь чеченцев, адыгов.
Хотя мы тебе ничего подобного не говорили. Тебе проплатили, тебе присунули, и ты решил, как говорится, с этими ушами вылезти и наезжая на Википедию и все остальное. Давайте посмотрим. На тот период был один известный, чтобы было понятно. Ну, поскольку Чекиндез Дейфович использовал документы, какие же документы на тот период? Один из самых известных в Российской империи историк Карамзин. Вот эта книга. «История России» называется книга. И кроме того, что я вам показал, и был один из более независимых, такой Соловьев. Все документы, все из архивного, например, все в этих книгах есть. Но я хочу коротко вас ознакомить и дать ответ и ознакомить вас с документами. Я знаю, что здесь есть нарницы, стукачи. Вам тоже. Да, и еще хочу, чтобы Дейв, как там тебе, Чекиндезович, чтобы ты знал, Ших Мурза Акоцкий и Султан Мурза Акоцкий, который, по твоим словам, владел Дарьяльским ущельем, не был ингушом. Султан Мурза Акоцкий был таким же акинцем. В некоторых источниках говорит родным братом Ших Мурзы Акоцкого, которого ты так ненавидел, который тоже заключил договор с Российской империей, то ли двоюродным братом. А акинцы не ингуши. Акинцы — это часть Нохчи народа, чеченского народа. То есть в Дарьяльском ущелье сидел один чеченец, владел этой небольшой частью, и в восточной части сидел другой акинец. Два акинца. Так у тебя получается. Но по сути, так, чтобы ты ошибку не сделал. И тебя правильно поправляют многие нарнийцы, которые тебе писали и говорили. Этот документ я вам тоже покажу. Что же они писали? Давайте я вам покажу. Почему у меня сомнение, что кумыки Дейфу отправили документ? Давайте я вам покажу. Сейчас, родные. Дай Бог, чтобы я его перекинул сюда. Давай. Где же ты? Куда же ты делся? Неужели я его не перекинул сюда? Так. Хотел вам зачитать письмо после... вот оно. Друзья мои, посмотрим, что написал нарниец. Нарниец. Я не говорю за всех ингушей. Конкретно нарниец под ником Галгайче, который ведет свой блог, хотя я не хочу его пиарить. Посмотрите, что написал он. Я надеюсь, вы видите, и я дальше уже отвечу на этот вопрос. Здесь написано: Дайв, доброго времени суток. Гамар Джопа. Да, видел твой последний выпуск. В принципе, все достаточно объективно. С мелкими ошибками. Послушайте, с мелкими ошибками. То бишь, я могу понять, если бы этот нарниец обсуждал с Дайвом конкретно касаемо его родины или же его народа, как он говорит или утверждает всем. Да? Я мог бы понять. Но нет, что же пишет нарниец? Ты не упомянул немного присягов, присягов чеченских обществ 1657 года, 1747 года, 1781 года и другие года. Начинает свою дискуссию нарниец с соседнего региона, далеко идти не надо, это западный регион, который под ником Зеленый там пишет, отправляет такое письмо и выкладывает у себя на странице, я не знаю, скрин прислано, это он отправляет Дайву. Дайв, который официально получил от кого-то информацию, опроверг всех блогеров Северного Кавказа, который знаток истории Северного Кавказа. Смотрим дальше. Также упомянут, слушайте, и тут он уже переходит после того, как в его понимании он оскорбил чеченцев,
поскольку чеченцы присягнули Российской империи, а они-то никогда не присягали. Они всю жизнь вели войны за независимость, за свободу Кавказа. Ну, по его словам. И он говорит дальше. Ты же не упомянул нападение горных ингушей, калканцев на русских послов в Дарьяле в конце 16 и начале 17 века. Вот так оказывается. Никто не знал, не было такого народа. А теперь хоп, и вот они. Ладно, оставим. Я не хочу столько вмешиваться в его группу. И дальше смотрим. Подождите минутку. Так, как же здесь комментарий? Дальше что здесь напишется? То доказывало бы отношения. Сейчас, минутку. Я надеюсь, у меня она здесь сохранилась. Так, чтобы с экрана не читать. Сейчас, минуточку. Это очень важно. Это письмо, якобы электронное письмо, или, как правильно сказать, стук-записка, то есть он стукачит Дэйву, грузинскому блогеру, якобы он сдает нас, в его понимании. Дальше. Ладно, про калканцев оставим. Пускай. Что доказывало бы отношение горных ингушей к ним? Ты упомянул только одного султана Мирзы и сказал, что он представляет интересы всего ингушского народа. То есть, когда мы говорим о Шейх-Мурзе Окотском, который владел только самой небольшой частью нашей родины, поскольку централизованного государства не было, был Меххел, но централизованного государства не было. То есть, когда касается непосредственно нашего народа, то Шейх-Мурза Окотский говорит за всех чеченцев. Или за те присяги, как они говорят, или договора каких-то старейшин села, которые непосредственно страдали, или кто-либо, которые заключали местечковые договора, которые в основе своей, это мы опубликовали, не держались и даже одной недели. Потом опять начинали сопротивление. Как такое, в основе своей. Не все. Какие-то дольше, какие-то меньше. И дальше он пишет. Султан Мирзы сказал, что представлял интересы всего ингушского народа. То есть, Султан Мирза не представлял, говорит он, всего народа, а только небольшой части. И продолжение свое. Тоже не совсем правильно. Так как у ингушей в народе князей не было своих. А он был лишь старшиной кабаков Ларсовых. Ну, кабаки это нынешнее селение. Вот такое письмо отправил Ник Галгай зеленый, ДФ-группу, которую вы видите у себя на экране. Чтобы было понятно. Так, не то. Чтобы было понятно, то есть он стукачит, доносит, что были еще присяги и договоры у чеченцев, что не касается его. Он не знает, что в тот период, данный период, вообще вся эта территория считается одной территорией. Везде она записана так. От Дарьяла до Каспийского моря, 14 веков, где записано у немцев, где 15, они написаны просто как чеченцы. Но это не важно. Мы продолжим дальше. Вы можете найти достаточно карт. Почему? Потому что не было такой административной единицы, как Ингушетия. Не было. Она создана впервые в 1860 году. Мы были одним единым народом на тот период. Так что, когда вы стукачите, нужно было подумать. А если вы начинаете говорить об обществах, то Галгая это было всего лишь одним из обществ. Таким же, как и акинцы, орстхоевцы, карабулаки. На тот период. Не забывайте, я прошу не путать о периодах. И он докладывает не свою проблему. Да, почему Султан Мирза Окотский, не Мирза, а Султан Мирза Окотский, не было у нас, да, князей не было у вас, поскольку Султан Мирза Окотский был все-таки князем, и он был акинцем. То есть он был воеводой, он владел определенной дружиной, и он держал Дарьяльское ущелье. Об этом вы не любите говорить, и особенно ваши ученые, которые ныне некоторые покойные, всегда доказывали, что акинцы не владели Дарьяльским ущельем, потому что знали,
что акинцы, если акинцы, а акинцы это все-таки чеченцы. И только на 4 года-5 лет с 1860 по 1865 или 66 год, когда акинцы и мирджинцы сами изъявили желание вернуться к своему народности, потому что они и указывают в этом документе, вернулись через 5 лет, потому что они не хотели. Акинцы это вообще отдельная история, поэтому мы своих акинцев прекрасно знаем. И Ших Мурза Окотский, Дейв Чекиндезовец, и Султан Мурза Окотский были как раз таки акинцами. Но раз вы начинаете, объединившись, работать как бы одним фронтом, хотя ни с одним из вас у нас не было ни конфликта, не было никаких причин. Есть некоторые обиженки, но с Дэйвом Чекиндезовичем у нас не было ничего, и мы против него как такового не катили. Если были бы конкретно каким-то блогерам претензии к чеченским, ну, ему и Википедия не понравилась и так далее, ладно, это отступим от этого. Продолжим. И теперь мы доходим. Ладно, чеченцы теперь... Давайте посмотрим Карамзина и Соловьева не просто так же. Я хочу вам зачитать документ. Это история. Прошу никого не брать на себя, близко к сердцу. Мы никого не оскорбляем, не задеваем, поскольку мы сегодня являемся до сих пор субъектом Российской Федерации. О челобитных. Ознакомим вас с документом. Да чтоб тебе пусто было. Зачитаем Соловьева С.М. История России с древнейших времен. Вот это. Вы можете проверить. Я не просто так вам эту книгу показал. Вот такая она. Это история России с древнейших времен. Прочитаем, что же говорит непосредственно Соловьев. В 1492 году, то есть почти что за 100 лет до Шихмурзы Окотского, царь Кахетии Александр I направил в Москву послов, прося о покровительстве, а в послании великому князю Московскому Ивану III именовал себя холопом Ивана, которого он называл великим царем. Это послание свидетельствует о том, что уже в конце 15 века в Закавказье понимали, что защитить православных может только Москва. Конец цитаты. 1492 год, Карл. Понимаешь? Не 1588. Для тебя и для твоих нарнийских шестерок, может быть, это стало неожиданностью. Но давайте прочитаем дальше. Я хочу... Здесь 2 листа. Это, в принципе, книга сама называется «Грузия, Закавказье, тупик». Александр Широкоград. Это продолжение. Документы, на которые ссылаются, это Соловьев, История России. Продолжаем. Читаем дальше. Спустя почти 100 лет, кстати, салам братьям адыгам, Мария Тюмрюковна в то время еще замужем, насколько я знаю, не выходила. По крайней мере, за Ивана III она точно не выходила. Иван Грозный это чуть-чуть погодя. Спустя 100 лет кахетинский царь, князь Александр II, Даев любил очень напоминать, что челом бил не только Шихмурза Окотский, а бил его сын, его отец. Так я продолжаю. Смотрим дальше. Кахетинский царь, князь Александр II, угрожаемый с одной стороны. Прислушайтесь. Кахетинский царь с одной стороны турками, с другой стороны персами, бил челом со всем народом, чтобы единственный православный государь принял их в свое подданство, спас их жизнь и душу. Царь Федор Иванович принял Александра в подданство. Отправлены были в Кахетию учительные люди, монахи, священники, иконописцы,
чтобы восстановить чистоту христианского учения и богослужения среди народа, окруженного иноверцами. Дана была и помощь материальная, отправлены снаряды огнестрельные. Дальше. Терская крепость исправлена и занята стрельцами, то есть из Москвы. Из Москвы требовали, послушайте, из Москвы требовали, чтобы Александр доставил в эту крепость запасы на 2500 человек. Но он отказался для дальнейшей, но он отказался. Так. Для дальней, он цитирует его слова, для дальней дороги, для гор высоких, да и запасу собрать столько нельзя. То есть он говорит, что он не может этого сделать. Это дальше. На Кавказ было послано 5000-е русское войско под началом, и здесь я хочу, слушай, Дэйв Чекиндезович, и твои шестерки пускай слушают. Войско под началом князя Хворостина. И на этом моменте у нас заканчивается трафик. Мне нужно перезапустить эфир. Дайте мне 5 минут. Ибраим, приостановишь. Я перезагружу. И мы продолжим документы. Покажем, кто кого позвал, как позвал и для чего позвал. Ровно полминуты, и мы возвращаемся. Не теряйтесь, приглашайте максимальное количество еще к нам подписчикам. Послушайте об истории, нашей истории, истории наших соседей. Будем рады вас видеть. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لايك شخيت ديت مالو. أمير حاش الله تشاتشا ولي لك نكزات ويش.
Так, подождем, пока все соберутся. И у нас вторая часть нашей истории. Ответ сказочникам и подстрекателям. Мы дошли до того, как на Кавказ было отправлено 5000-й военный корпус. На этом моменте я буду вносить дополнение, чтобы было понятно. Вы слышали, и тот, кто не видел этот ролик, я не рекламирую, опять же, его ролик, упреки были о том, что там небольшое количество чеченцев во главе с Шейх Мурзой Окотским, то есть нашим акинцем, при поддержке сотни или 200 терских казаков воевали против независимого кумыкского Шамхала. Вы слышали вот это? То есть вот это преподносилось. Дальше смотрим. Все сделал. На вопросы ваши отвечу. Читаем дальше. Да, и говорили, что они воевали против независимых. Послушайте, это утверждает Дейв Текендезович, который себя ассоциирует с грузином. Ну, вы видели то, что мы сейчас зачитывали, как Шиха Нарнийская писала Дейфу и говорил Гамарджапа, и говорил о чеченских присягах. То есть начал с того, что он стукачит на нас, якобы у нас были присяги и так далее и тому подобное. Соглашения, акты, присяги. А не со своей проблемой. А потом уже потихоньку, причем не говоря, что Султан Мирза Окотский не был индушом, он продолжает, что у них не было князей. Конечно, не было, поскольку Султан Мурза и не был вашим, он был Окотским. Дальше. Послушайте интересный момент. Дэйв, я думаю, тебе этот ролик отправят, стукачи донесут до тебя информацию, может быть, ты там сейчас смотришь через YouTube, мало ли. На Кавказ было послано, а я читаю тебе именно историю историков. Если ты начнешь возмущаться и говорить, что это недостоверно, что это русская пропаганда, что это ФСБ, спонсирует всех блогеров Северного Кавказа, и все, это вонь оставь себе. Хочешь обратное доказать? Предоставь персидские, турецкие документы того периода и опровергни, если это было не так. Я боюсь, что ты разочаруешься. И очень сильно. Ты сейчас являешься, ты и якобы некоторые нарнийцы, вы сейчас ведете такую дискуссию, вы такие независимые, за Кавказ сердце болит у вас все, да? Обвиняя адыгов, обвиняя нохчи, которые воевали в Кавказской войне, и аварцев, которые воевали тоже, вы обвиняете, именно эти народы обвиняются в этом ролике в основном, вы их в предательстве, что они первые присягнули России и так далее и тому подобное. Очень странно, присягнули первыми и воевали больше всех. О войнах мы еще поговорим, интересные моменты, потому что я хочу узнать, сколько же лет Грузия, начиная со времен царицы Тамары, а это золотой век грузинской истории, сколько лет Грузия воевала против Российской империи или Московской Руси. Второе. Сколько защищаемые вами, якобы самыми независимыми, со всем уважением, я еще раз говорю, от чистого сердца, клянусь Господом Богом, нету никаких претензий ни грузинам, нашим соседям, братьям, ни кумыкам, нашим братьям, мусульманам и соседям. Здесь речь конкретно идет об истории. Сколько же лет кумыки воевали против Российской империи? Не локальные стычки, когда империя продвигалась вперед, а вообще воевала за независимость Кавказа,
за свободу Кавказа и так далее, как вы упоминаете в этом ролике. Грузия. Сколько лет воевали те представители, которые тебе пишут Гамар Джопа Дейв Групп? Сколько лет они воевали против Российской империи? Они же не первые заключили. Они после заключили, или после заключили, последними заключили. Разницы нет. Сколько вы воевали против Российской империи, против Московской Руси, против и так далее. Это такой вопрос, я хочу просто узнать. А дальше, сейчас мы ознакомим. Мы только по истории говорим. Давайте посмотрим. На Кавказ было послано 5000-е русское войско под началом князя Хворостина. Он разгромил войско хана Тарковского Шевхала. Разгромил войско Шевхала Тарковского. Хворостин. Который так досаждал. Стоп! Шамхалу Тарковскому досаждал кому? Чеченцам? Нет. Кабардинцам-адыгам. Поскольку мы-то заключили договор, Москва де юре, де факто, союзники наши, да? Может, они нам досаждали, и поэтому пришли поддержку чеченцам, адыгам, чтобы наказать Шамхала Тарковского? Нет. Шамхала Тарковский досаждал кахетинцам. Представляете? Грузинам. Хворостин поехал туда наказывать Шамхала Тарковского, потому что кумыки, то бишь княжество Шамхала Тарковского, делало нападение на грузинов. И чтобы защитить грузин православных, Хворостин едет наказывать Шамхала Тарковского, где одерживает победу своим 5000-ным войском. И давайте продолжим дальше. Я вас просто ввожу в курс дела. Дальше. Русские взяли столицу Шевхала Тарковского. Взяли столицу Шевхала. Тарки. Дальше читаем. Чтобы было все справедливо. Но удерживать крепость Хворостин не смог. Из-за отсутствия продовольствия и постоянных набегов горцев. Интересно. Не смог продержаться, потому что делали набеги горцы. Какие горцы делали набеги на войска Хворостина? Грузинские войска? Нет. Конкретно только о кумыках идет речь? Нет. А кто был горцами? Были упрекаемые вами Дейв и Чекиндеза. Дейв и Чекиндеза, это понятно. Нарница Вастандес. А кто делал поддержку и набеги? Лезгины, аварцы, ауховцы, акинцы, кабардинцы, которых вы упрекаете в предательстве и в первом то, что они подписали договор. Они поддерживали, и Хворостин не мог выдержать. И дальше читаем. Но удерживать крепость не смог из-за постоянных набегов горцев, понеся большие потери. Карл, большие потери. Слышь меня, да? Русское войско вернулось в Освояси. Тем не менее, Федор Иоаннович уже принял титул государя земли Иверейской, государя земли Иверской, грузинских царей и кабардинской земли, черкасских и горских князей. Здесь перечисляются в основе своей все как таковой. Все, Карл. Дальше. Как видим, кахетинский царь Александр II призвал русских, но сам не пожелал им помочь ни войскам, ни поставками продовольствия. После ухода русских он решил задобрить персидского шаха Аббаса и позволил своему сыну Константину принять магометанство, то есть сын Константина принял ислам. Это, как говорится, первая стезя. А теперь это было только задабривание Дейфа и его шестерок нарнийских.
давайте посмотрим более детально. Когда же впервые появились? Сколько раз официально, чтобы было понятно, это книга и портал кириллица официально, то есть православная, где пишутся в основе такие статьи, которые можно проверить. Сколько раз Грузия просилась в состав России? Это официальный документ. Ссылаясь, конечно же, на историю. Зачитываем. И еще в конце XII века один из сыновей великого князя Суздальского Андрея Боголюбского, Юрий, женился на грузинской царице Тамаре. Но начало регулярных российско-грузинских связей относят к концу XV века. В 1492 году в Москву к великому князю Ивану III прибыло посольство царя Кахетии Александра I. То бишь, еще в конце XII века один из сыновей великого князя Суздальского Андрея Боголюбского, Юрий, женился на царице Тамаре. Это церковный документ официальный. Но дальше они говорят, что официальные связи это до того. Если вы упрекаете про Марию Темрюковну, не стоит. Царица Тамара одна из великих цариц и правителей Грузинской империи. Это золотой век Грузии, чтобы было понятно. Дальше смотрим. Это для Дэйва. Он же любит посмотреть и говорить о челобитных чеченцев, да? Он упрекает нас, не забывайте, 1588 и это. Грамота, он зачитал полностью грамоты, Дэйв, да? Как холомчи лопом бьют. И я тоже зачитываю обратное, чтобы у нас было положение, чтобы знал, когда в следующий раз на кого бочку катить. Не нужно лезть в чужую историю, если ты своей до конца еще не разобрался. Надо было со своей, или сказать, что да, эти челобитные ничего не стоили, у нас есть такие, у вас есть такие, поскольку это так и есть по сути своей, в основе своей. В ту пору Грузия была расколота на три крупных региона: Картли, Кахети и Имеретия. Множество мелких государств, все они находились в разной степени вассальной зависимости от Турции или от Персии. Причем две великие мусульманские державы часто вели войны за передел сфер влияния в Закавказье, и Грузия становилась при этом театром военных действий. Избавление от постоянных бедствий и притеснений грузины виделись в помощи русского православного государя на далеком севере. В переводе на русский язык, сделанном тогда же, грамота кахетинского царя, приводимая Николаем Карамзина, который я вам упомянул, в этой книге вы можете его найти, в примечаниях, названа челобитной, а сам Александр именует себя меньшим холопом московского князя. Кстати, слово «холоп» и «челомбил» Даев очень любил упоминать в своем ролике, когда рассказывал о представителях моего народа, то бишь Шихмурзы Окотского, и об адыгах. Он любил пояснять и о аварских нусалах, что они били челом, что они холопы. Так вот, до того, как били челом Шихмурза Окотский, или же остальные, челом били Александр, если я не ошибаюсь. Александр его звали, да? А сам Александр именует себя меньшим холопом московского князя. Последний же он влечет так. Цитирую. «Темный свет зеленого неба, звезда, надежда христиан, крепость нашей веры, всем государям защита и закон, бедным подпора, бусурманам гроза, всем князьям справедливая управа и князь высший. Просьба о покровительстве России над Грузией в грамоте не содержится». Дальше идет. Насколько выражения, употребленные придворными московскими толмачами для угождения своего государя, соответствовали мысли царя Кахетии, доподлинно неизвестно. В любом случае, какая-либо помощь Грузии с русской стороны в тот момент могла быть только символичной. Читаем дальше. 5 октября, то есть еще 2 года до челобитной Шихмурзы Окотского, как минимум 2 года, 5 октября 1586 года сын
царя Ивана Грозного Федор Иоаннович принял послов царя Кахетии Александра II. Да, я хочу, чтобы еще отметить. Лев Чекиндезович вместе со своими нордийскими шестерками любил смаковать и говорить, что потом он говорил, когда Россия пришла в Грузию, что только один там царь заключил с ними договора, чтобы решить вопрос и разобраться, то есть объединить Грузию, одно единое царство. Ну, вот таким макаром рассказывал. То есть один кахетинский царь, это нормально. То есть, если заключал и приглашал московского царя, или бил челом. А один Шахмурза Окотский, который бил через 2 года, точнее не 2, или 80-100 лет, или же другой, который бьет, один Шахмурза Окотский, который заключил договор, имеется в виду один, непосредственно с одного места. А это нехорошо, это предательство. Ну да ладно, читаем дальше. Читаем дальше. Сын Ивана Грозного Федора Ивановича, Александр II, правнука того Александра, который посылал посольству Ивану Великому. Как передает Карамзин, их послание, они буквально умоляли русского царя взять Грузию под защиту. Причем в таких выражениях, каких просят даже не о вассалитете, а о подданстве. Дальше продолжается. Это уже, опять же, грамота. Мы, единоверные братья россияне, станем от злочестивых. Стенаем от злочестивых. Один ты, венценосец православный, можешь спасти нашу жизнь и душу. Бьем тебе челом до земли со всем народом, да будет твои во веки веков. Однако содержание переговоров выявлено истинную подоплеку этого моления. Кахетинский царь предлагал русскому... Да. Тормознемся опять. Интересный факт. Даев упрекал, что были построены крепость Моздок, что была построена крепость Грозная, Червленная, Щедринская, крепость Назрани, Владикавказ. Ну, это военно-кордонная линия, что оттуда прогнали население. Это вообще не обсуждается, не говорится. Это не суть важно. Он упрекал, вот как же вы такие воинствуете и позволили на своей территории построить, а вы покажите хоть одно место, где построили у нас там что-то и так далее и тому подобное. Ну, вообще независимо. Читаем. Дальше. Кахетинский царь предлагал русскому основать крепости на берегах Терека. Кто предложил строить? Я хочу... чтобы было, упрекали о том, он упрекал, вскользь говорил, что а были ли там когда-нибудь чеченцы, раз так спокойно построили на Тереке крепости. Давайте посмотрим, что же пишет. И берегах, кто просил построить на берегах? Да подожди ты, блин. Кахетинский царь предлагал русскому основать крепости на берегах Терека и отправить 20 тысяч войска на покорение Дагестанского княжества Шамхальского, с которым враждовала Грузия. Против того Шамхала-то, оказывается, этот Шамхал Тарковский делал нападение на Грузию. А Грузия просила поддержку у России. В этом треугольнике, в котором ты, опять же, мы не упрекаем, Грузия получала протекторат от Москвы. Шамхал Тарковский был под протекторатом Турции. А где же здесь адыги? Причем тут адыги, кабардинцы или чеченцы, которые были мелкие князьки, там где-то пытались что-то свое хоть как-то отстоять. Упоминается в этом документе? Да нет. Читаем дальше. Таким образом, Александр намеревался получить реальную... Дальше это Шамхал Тарков против государства Грузии. Таким образом, Александр намеревался получить реальную военную помощь России против своего врага, заплатив за это номинальным признанием призрачного за дальностью расстояния сюзеренитета русского царя. Александр обещал платить России дань. Но понятно, что она в этих условиях могла быть лишь символической. Да и Россия была важна не прибыль. И тут мы приходим к тому, что говорил я. А стратегическая позиция. Царь Федор согласился принять Грузию под покровительство. Дар опасный заключал по этому поводу Карамзин.
То есть даже было опасно заключать этот договор. Но несмотря на это, чтобы в дальнейшем продвигать свои интересы на Кавказе, за Кавказе, называйте как хотите, он принял их подданство. Читаем дальше. Последующие события выявили как явную преждевременность и неподготовленность движения России на Кавказ. Стоп. То есть Россия как таковой, они говорят, что это было преждевременно. Так и то, что нельзя полагаться на обещания Грузии. В 1593 году русское войско во главе, это я уже говорил, что пошли с Хворостиным экспедицию. Хворостин был вынужден уйти в Россию. Послушайте дальше. Эта экспедиция обошлась русским дорого из-за пассивности грузин. Не менее 3000 россиян легло, как пишет, в горах и дебрях, передает Карамзин. Это нападение невидимых ниндзя, да? Горских ниндзя, которые положили 3000 солдат Российской империи. Они, по сути, Хворостин, по идее, это было после уже, он приходит после, если не ошибаюсь, какой-то год. Да, это после, уже 5 лет прошло с тех пор, как Шамхал Тарковский и кабардинские князья били челом московскому царю, что они верно подданные Москвы. Но почему тогда они не могли пойти и помочь московскому царю, чтобы дальше держать это шамхальство Тарковское? Сделали они это? Нет, не сделали. Если бы то, что вы, Дейв Чекиндезович, и твои нарнийские шестерки хотя бы имели хоть какое-то понятие о политике, об истории и вообще геополитике, вы бы такой ерунды не несли. Но вы залезли в дерьмо и думаете, что вы на самом деле находитесь в шоколаде. Вы глубоко ошибаетесь. История Кавказа совсем не сладкая, как шоколад. Здесь очень много, как говорится, моментов, которые, извините за такие выражения, которых упрекать кого-либо друг друга не стоит. Мелкие князьки заключали от себя договора. Я говорю о тех местах, где не было центрального государства. А такое централизованное государство, как Грузия, среди них появлялся какой-то более сильный или царь, или князь, отправлял и там Кахетинский будет, Иберийский будет, я не знаю, вообще какой-либо, мы говорим о гипотетических вещах, который хотел укрепить и объединить грузинское царство. Мы в этом его не обвиняем и не говорим, что он не прав. Я могу понять, потому что с одной стороны их давили персы, персидский Иран, мусульмане шииты, с другой стороны их давили атаманская Турция, турки-сельджуки, как говорится, вообще, я говорю, Турция. Я могу понять, что им нужно было позвать единоверцев. А кто единоверец? Только северный царь. И все. Читаем дальше. Был вынужден уйти в Россию. Эта экспедиция вошла с долга. 3000 человек, передает Карамзин. Вы можете найти документы, то есть ссылка есть. Дальше читаем. Бурные события в Московском царстве прервали российско-грузинские отношения во второй четверти 17 века. В 1620-е годы в Москве появляется посольство от царя Кахетии Таймураза I, внука Александра II. В те годы Кахетия вела войны с Картли, за спиной враждующих грузинских царей, за спиной враждующих грузинских царей стояли Турция с одной стороны и Персия. Дверь закрылась, кажется, если не откроешь, не проветрится. Персия, в 1636 году к царю Михаилу Романову прибыл из Кахетии архимандрит Никифор, сообщил о желании Таймураза принятия русского подданства. В следующем году в Грузию направилось русское посольство во главе с князем Федором Волконским, чтобы привести Таймураза к присяге. Вновь кахетинский царь просил о посылке войска, а кроме того требовал денег. В платеже дани русскому царю речь уже не шла. Россия после смутного времени не имела возможности и желания оспаривать Закавказье у сильных мусульманских держав. Но денег Таймураз все-таки выпросил. В 1641 году новый посол князь Ефим Мышецкий привел 20 000 серебряных ефимков субсидий.
Между тем, дела у Теймураза шли совсем плохо. Ему не удалось удержать завоевание Картли, да и самой Кахете его власть оспаривалась. При этом Теймураз регулярно требовал от Москвы подношений. В начале 1650 года под вассалитет московского царя перешел царь Имеретий Александр III. С 1653 года начинаются приезды в Москву грузинских владетелей, замечает Сергей Соловьев. Это уже другой историк. Многие грузинские князья привозят в Москву своих детей, чтобы оставить их здесь, в безопасности, на воспитание, и постоянно просят денег. В 1658 году является лично в Москву царь Теймураз. Он, кроме субсидий, просил у России военной помощи против Персии и грузинских соперников, но России было не до кавказских дел. Дальше, 18 век. Регулярные сношения России с грузинскими властями все учащаются. Постоянная просьба покровительства в помощи не могли привести к мысли о принятии Грузии в каком-то качестве в состав Российской империи. В 1782 году, объединившись под властью Кахетии и Картли, царь Ираклий II в очередной раз, впервые еще в 1771 году, обратился к Екатерине II с просьбой о протекторате над его царством. Теперь он мог быть установлен реально. Россия после победы над турецкой войне в 1768-74 году начала утверждаться на Кавказе. И вот отсюда уже идет непосредственно максимальное распространение и усиление Российской империи на Кавказе. 1700 после победы над Турцией. Это 1783 год. А мы знаем, что в 1780, через 3 года после этого события, когда уже заключается Екатериной, кто ведет освободительную войну, движение на Северном Кавказе? Это, наверное, кумыкские шамхалы. Нет. Это грузинские князья. Тоже нет. А кто? Нарнийские, которые Дейфу отправляют наши присяги и акты. Наверное, они воевали в то время против освобожденников. Нет. Кто же? Всеми нелюбимые, нехорошие адыги, какие-то новчие во главе с первым имамом Кавказом шейхом Мансуром? Да это не важно. Непосредственно просьба стала заключаться, непосредственным следствием просьбы Ираклия стало заключение Георгиевского трактата 1783 года, по которому Грузия Восточная, четко упоминается, становилась автономным царством в составе Российской империи. Русский гарнизон вошел в Тбилиси для защиты нового вассала. Однако, это еще не все. Однако Ираклий II вел двойную дипломатическую игру, надеясь установить полную независимость. Это не просто мы знакомим Русью. С точки зрения Грузии все-таки больше христиан, православное государство, насколько я знаю. Вела туда войска, дальше смотрим. Россия утрачивала, Ираклий. Вот. Однако Ираклий вел двойную дипломатическую игру, надеясь установить полную независимость Грузии. Когда в 1787 году началась очередная русско-турецкая война, Ираклий вышел из Георгиевского трактата, заключив сепаратный мир, договор с Турцией. С Турцией заключил. Россия утрачивала обязательства по отношениям к Грузии и вывела оттуда войска. Новые проблемы у Грузии начались в 1795 году в связи со вторжением в страну персидских войск. Сын Ираклия II, Георгий XII, вступивший на престол в 1798 году, просил императора Павла I о вступлении Грузии в состав России с теми правами, которые пользуются Россией другие области. Речь шла об упразднении грузинской независимости и полном подданстве Грузии российскому монарху. В 1800 году был подготовлен и одобрен обеими сторонами проект включения Грузии в Российскую империю, который был осуществлен уже императором Александром I в 1801 году. Реализация проекта была осложнена мятежами.
части грузинской знати, но это отдельная история. Конец цитаты. И мы сейчас вас ознакомили с частью документов, кто же все-таки какие договора заключал. А что касается, я остановился специально, после ухода русских, я остановился на этом моменте, смотрите, после ухода русских он решил задобрить персидского шаха Аббаса и позволил своему сыну Константину принять магометанство. Но это не помогло, поскольку Аббас хотел полного подчинения Кахетии и велел отступнику Константину убить отца и брата за преданность Москве. Убить отца и брата за преданность Москве. То, что тот и сделал. А в это время в Дагестане русские под началом воевод Бутурлина и Плющева вторично утвердились. Было в Тарках. Утвердились в Тарках русские. Речь идет конкретно о чем? О том, что Хворостин направил Шумхала Тарковского. И что мы читаем? Помните, я вам говорил, что на самом деле геополитические интересы и кто под кем был. И почему мы считаем или говорим, что протекторатом Шамхальства Тарковского была Турция? Не без основания. Почему? Читаем дальше. Утвердились было в Тарках, но турки выбили их оттуда. То есть, когда пришли русские во владение Шамхала Тарковского вторично, оттуда выбили их турки. Тарки, Шамхал Тарковский — это кумыки, чтобы было понятно. Дэв Чекиндезович. По крайней мере, здесь написано так. В 1602 году царь Борис Федорович Годунов отправил послов в Грузию для возобновления присяги царя грузинского Александра, что учинено сим последним. Учинено, то есть он опять заключил договор. Успехи шах Аббаса в военных действиях, шах Аббаса в военных действиях, дальше читаем, над турками успокоили грузинских князей со стороны сих злейших неприятелей их. Они начали было забывать свои отношения с Россией и преклонялись более к персиянам, которые также нередко изменяли. Около того же времени картлийский царь Георгий Симонович, дальше, знаете, я, честно сказать, дальше уже и не хочу зачитывать. Здесь это, конечно, внутренняя история самой России. И это, думаю, что внутреннее дело непосредственно истории. Ладно, больше не хочу зачитывать документы. Дабы вы поняли, их можно предоставлять и предоставлять. Почему я зачитал сейчас краткий забег, сделал в историю о взаимоотношениях Грузии. И до этого вопроса я задал, сколько лет и какое государство, которое упрекает нас в предательстве, якобы, нас в том, что мы заключили первый договор, нас упрекают Шейх-Мурзым Окотским и нашим представителем нашего народа, султан Мирзы Окотского, который владел Дарьяльским ущельем на тот период. Или адыгов упрекает в том, что мы привели и так далее и тому подобное. Мы вам показали документы, рассказали, зачитали. Вы можете ознакомиться с любым документом. Книги Соловьев, книга «История древняя», с древнейших времен Соловьева. Вот она. Я вам показал. Книга «История государства российского» Карамзин. Вот она. Тоже такая. Оба эти историки являются одними из самых сильнейших на тот период. И все, само собой, все документы, все грамоты, все там есть. Вы можете зайти и найти. Это есть и в электронной версии.
И в кириллице вы можете найти. Одна книга подтверждает другую, а вы можете это тоже это обычная работа историка. И тут, я думаю, никаких проблем с этим нету. Еще раз я повторюсь, я могу показать вам карту 1856 года, где проживают чеченцы, это само собой, но где там находятся Имерети, Сванети, Картли, Кахети и так далее и тому подобное. Ни Грузия, ни Чечня, ни адыги, черкесы, то бишь, ни какое-либо государство в разные периоды по-разному могла, извините, могла заключать договора с Российской империей. Россия в тот период не владела всеми территориями Кавказа. В России были интересы, и здесь были ставленники одних. Само собой, когда Шейх Мурза Окотский или какой-то кабардинский князь заключал договора с Москвой, это было выгодно. Они им платили, по договоренности они были подчинены Москве, и они представляли более сильную власть. Шамхал Тарковский заключал договор с той же Турцией, он получал от турков деньги, и его поддержка была от Турции. Я объясняю вам. Допустим, у Нуцалханов была поддержка от Персии. Там были становленники, я гипотетические вещи говорю, а вы можете, кто там, какие имена туда подходят, можете посмотреть. Им платила Персия, непосредственно протекторат, они были под Персией. Примерно, да? Чтобы было понятно. Вот здесь же говорится, в истории вы можете посмотреть, Грузия раздираема была между персами и грузинами. И мы не упрекаем то, что они заключили договор. Еще раз повторюсь, нет в этом ничего плохого или позорного. Там есть и браки, которые заключены. То, что богословским был заключен договор, этот брак с Тамарой, царицей, нету ничего такого. Это в то время династические браки заключались все. И в Европе заключались, и в других местах заключали, если хотели утвердиться. И то, что там один из князей, который не утвердился, который не объединил всех черкесов, он не имел власти над всеми адыгскими князьями, обществами, Темрюк. Хотя, может, и хотел, он же был взятием. Для начала, прежде чем говорить, что они вот с помощью русских там и так далее, для начала он должен был объединить всех свои общества под свое крыло. Смог он это сделать? Нет, не смог. И ему не дали адыги. Западные адыги, северные, не все дали. Там определенное количество только заключали договора с Россией. И не забывайте, когда шейх Мансур, первый имам Кавказа, воевал со своими братьями-адыгами за независимость Кавказа, Черкесии, за кубанскими казаками и так далее и тому подобное. Разве все поддерживали шейха Мансура, адыги? Нет, не все черкесы. И мы не говорим, а разве все чеченцы его поддерживали? Нет, не все чеченцы, когда он участвовал в войне. Часть, кто-то был с ним, кто-то не был, кто-то занимался своим, там, я не знаю, сельским хозяйством, кто хотел воевать и хотел свободы Кавказа. Были ли там кумыки? Да, были кумыки. А в то время были ли кумыки под Российской империей определенные, там какие-то князья? Были, потому что после уже ведется, там конкретно указывается, что князья-то как таковые, то есть знать, она была под Москвой, и Москва не имела как таковой, и мы видим это взаимоотношения с Грузией, мы видим, что она как таковой не имела силы здесь, чтобы направлять. Поэтому карательная экспедиция, даже когда нужно было наказать ауховских наших чеченцев, акоков, акинцев, кого направили против них российский император? Со времен там Петра и более ранее. Калмыков натравили, сказали, чтобы он напал на чеченцев. Коих он там побил, отогнал определенное количество скота, потому что калмыки имели и под собой мощь, и на тот период сила и поддержка с Москвы. И степные части, они, как кочевые племена, больше умели воевать. Наши умели в горах или же в лесах, а это открытое пространство. Да, это ничего не изменилось, и это повторяется, кстати, и сейчас. И в 20 веке было то же самое. На плоскостных территориях, там, где все видно, воевать не так легко.
А вот горные места, там, где они родились, каждая щель, каждая река, каждая тропа, где знают, они умели воевать. Поэтому не позволяли после возвращения с депортации чеченцам селиться в горы, чтобы они не подняли очередное восстание, очередное, чтобы не было бандитизма или обреков не было. Вот из-за этого. Поэтому так долго Хасуха Магомадов мог скрываться в горах. Его никто не мог поймать. Братья Исраиловы поэтому в горах воевали в основе своей. И так далее и тому подобное. Это из нашей истории, я вам говорю. Нету никаких упреков и ничего такого, чтобы мы говорили или обиделись или что-либо. Нет, конечно. Но Дэйв Чекиндезович может немножко, я не знаю, в следующий раз, когда тебе кто-то будет такое дерьмецо лить в уши или отправлять, или ты будешь считать, что ты настолько хорошо знаешь историю, ты хотя бы постарайся посмотреть альтернативную историю, где же есть что или нету этого всего, насколько это достоверно, что же знают сами Нохчи об этом. Да, я не спорю, Дэйв, конечно, мы именно по Дэйв называем его, ладно, не будем Дэйв называть, но чтобы как бы этот Чекиндез с канала Дэйв какие-то моменты острые уходят, он говорит, да, вот эти восточные чеченцы заключили договор первые, там пригласили русских, а вот эти, то есть он показывает тех же чеченцев, но тех, которых называют дзурдзуками, кистинцами, то есть наших предков, и ту нашу историческую родину, которая всегда была защищена природой, то есть горами и так далее, а вот эти вот, они вот сопротивлялись, они воевали. Конечно, воевали, потому что туда никому не было разрешено заходить. А там, где плоскостная территория, где плодородные земли, не все туда спускались. Только уже когда население было большое, когда уже жить негде было, они начали проводить реконкисту и отвоевывать свои земли. Почему отвоевывать? Потому что туда, на эти свободные места после Тамерлана, при помощи Московской Руси, да и сами, святое место пусто не бывает, Кавказ самое заселенное. Да и Тамерлан оставил достаточно на Кавказе, персы сюда нагнали тоже различные народы и так далее и тому подобное. Поэтому, когда сегодня Чекиндез рассказывает нам о каких-то исторических событиях, упрекая Нохчи народ, еще раз повторюсь, насколько я знаю, я честно сказать, я интересовался, я хотел посмотреть, когда вот и Злой Изя, и другие начинают упрекать, Дэйв, может, не знает, если говорить о конкретном количестве, как Мурза, Окотский, там, и всех вместе взятых, заключенные присяги, акты и все тому подобное, челобитные, которые написали представители наших там каких-то сел, которые попадали под жернова, и казаков терских или донских и так далее и тому подобное, могли ради мира заключить договор. Хорошо, я согласен, они есть, и никто не скрывает. Какие они есть, мы их зачитаем, если кому интересно, я так понял, есть интерес кому-то. Но мне интересно другое. Все вместе взятые, их количество не превышает даже с десяток. С десяток нет их. То есть по всем официальным документам их нету с десяток. Чтобы было понятно. А вы знаете, сколько на стороне царской России, я молчу про Кавказскую войну, сколько офицеров, князей воевали на территории и подавляли восстания свободолюбивых кавказцев, горцев, как вы их, как угодно называйте, Нохчи, Сюйли и так далее, там, тех, кто сопротивлялся, не тех, кто принял подданство, сразу попросил, мы ваши и все. Я не про них говорю, а говорю тех, кто сопротивлялся. Разные общества. И опять же, тот, кто попросил подданство, мы их тоже не упрекаем. Значит, исторически они были, вот им так комфортнее было жить. А кто не хотел, они сопротивлялись. Хорошо ли, плохо ли, кто больше, конечно, погибли больше те, кто сопротивлялся. Конечно, рано или поздно против Российской империи, одной из могущественных империй, которая победила и Персию, и Турцию. Там в дальнейшем говорится, что Россия заставила оставить территорию грузин
всех грузинскую территорию и отказаться персов от этого. Точно так же Россия заставила уйти из Дагестана персов, оставить и влияние свое полностью. Хотя она периодически уходила из Дагестана, но как таковой, по крайней мере, так говорится в официальных документах. Против России не мог никто устоять. Еще раз повторюсь. Грузия не воевала ни 5 лет, ни 5 месяцев, ни 5 недель против Российской империи. Кавказ Северный, который ты так упрекаешь, Чекиндез, без малого, я уже не говорю о каких-то маленьких стычках, которые, за что нас упрекают даже, те самые ненавистные тебе адыги, то есть черкесы и кабардинцы, это их название адыге. Вот эти адыге вместе с Нахче, через Нахче, эти же сюли, эти же леки, лезгины максимально сопротивлялись. И нету ни одной империи на тот период, которая бы так долго воевала с Российской империей. Ни Франция, ни Турция, ни Крымское ханство, ни одно государство того периода не могло противостоять Российской империи. Без малого плюс-минус 25 лет активных боев, а если говорить уж и полностью с адыгами, фактически 101 год. Про мелкие восстания я молчу, там есть и Алибек Хаджи Зандакский, и Бейбулат Таймиев. Да, кстати, про Бейбулата Таймиева. Ты упрекнул Бейбулата Таймиева в том, что он был какой-то российский офицер и получил орден и так далее, майор, не майор. Да, Бейбулат Таймиев раза 2 переходил. 2 раза. Узнавав все планы, когда те нарушали по отношению к своему народу договора, он переходил и воевал против них. И заключал политические документы. Спрашивал у парламента, Мехкел это и есть парламент, Мехкет, Шумехкел, наш родной, спрашивал разрешение. Встречался с Ермоловым, например, чтобы прекратить войну. Это тот самый Бейбулат Таймиев, который гроза Кавказа, которого описывал Пушкин. Великий Пушкин. Писатель, поэт. Это об этом Бейбулате Таймиеве говоришь. Это этого Бейбулата Таймиева, которого ты говоришь, отравили на свадьбе. И он по пути домой отравленный, бессознательном состоянии, его лошадь доставила домой, и его потомки его похоронили. Это ты об этом Бейбулате Таймиев? Его отравили кто? Независимые, как ты говоришь, народы какие-то на Кавказе. А кто был на Кавказе независимым народом? Скажи мне. Ты молчи про ваш, я не знаю, кто ты, я не знаю. Кто? Какие-то маленькие общества, до которых не дошла царская Россия? Да. Определенный период имамат Шамиля? Да. Определенный период шейх Мансур и Адыги? Да. Ну а кто больше? Кто больше сопротивлялся, кто больше показывал? Не надо упрекать Бейбулата Таймиева. Ваш самый великий Багратион был российским офицером. Ваш Гвишани был российским офицером. Понимаете? Они были российские. Но опять же, и в конце Чекиндез начинает говорить, если вы хотите, мы в дальнейшем снимем еще одну серию. Я больше отвечать в принципе не буду. Я сейчас в этом эфире хочу раз закончить, и чтобы было людям понятно. Что якобы была милиция, которая, да, была милиция, она названа по тем местам, где они квартировались. То бишь, если это там, допустим, мог быть Даргинский полк, Кабардинский полк, Чеченский полк милиции, там примерно я говорю. И что? Ты думаешь, что эта часть была любима, они получали огромные наделы, у них были двухэтажные особняки, там, как у Арбеляне и так далее, или за них давали 2 миллиона серебра и обменивали на грузинских цариц, как это сделал имам Шамиль, поменяв на 2
княжен дочерей Арбеляне заменил двумя или 1 миллионом рублей серебром и своим сыном, который обменял. А их обменяли на кого? На русских солдат? Да нет. На кумыкских солдат? Нет. Чеченских? Нет. Их поменяли на грузинских двух княжен. Россия отдала сына имама Шамиля 1 миллион, а имам Шамиль отдал 2 дочерей грузинских князей, которые были верноподданными Российской империи. Упрекаем? Нет, это вполне нормально. Для того периода это нормально. Но в чем, почему вы упрекаете, что были какие? Да, были. Но в нечисти сей я не нуждался. Так писал Ермолов о чеченской милиции. На тот период мы говорим об исторических моментах. Но они нужны были для того, чтобы и так далее. Твои великие шестерки нарнийские, то бишь мы не называем нацию. Шестерки нарнийские, это обозначает лжецы, сказочники, которые вырывают из контекста. Они тоже очень любят у меня спрашивать, а как же вот чеченская милиция, которая из ссылки скидывает? Вот они такие-то нападали, они поехали в Горную Ингушетию или ездили Карабулаком, чтобы сжечь эти села и так далее. Там. Это был великолепный проект. Но я хочу рассказать об одном документе для этих шестерок нарнийских и Индезу. Так вот, было это дело, когда все это выяснилось, было это дело с кабардинской сотней. Этот документ есть, вы можете посмотреть российского офицера. Он подговорил, чтобы кабардинцы должны были нанести ущерб и убить, сжечь села, и они были нанести поражение чеченцам. В то время квартировались рядом кабардинцы. Тем самым он решал 2 проблемы. Он хотел между собой поссорить адыгов, черкесов, то бишь кабардинцев, и чеченцев. И он описывает это непосредственно царю, если я не ошибаюсь. Он говорит, все получалось, и скакала там кабардинская сотня, там сотня, если я не ошибаюсь, или 1000, или сотня, что-то дословно я не могу. Но они дошли до крепости, ныне называемой крепостью Моздок, остановились и сказали, что мы не пойдем против своих братьев-мусульман и чеченцев воевать. Развернулись и ушли обратно в Кабарду. Что, мол, с ними не получилось стравить друг другом, не получилось нанести как бы ссору между ними. Такова была политика, так нужно было сделать. И название давалось специально таким образом. И в кабардинском полку не были все кабардинцы. Или там, допустим, если бы это был бы балкарский полк, там бы не были все балкарцы. Это по местности, квартирование так называлось. Абшеронский полк, дагестанский полк и так далее и тому подобное. Кто хотел, да, мы не отрицаем. Какая-то часть служила, переходила, и тут не исключение, и ногчи. А кто-то сразу был среди них и всегда оставался с ними. Но почему-то все, которые были всегда с ними и оставался с ними с самого начала до конца, сегодня пытаются нас упрекнуть теми, кто был в небольшом количестве на определенном промежутке времени. Но опять же, есть еще один момент, где Ермолов, еще во времена Ермолова, и тобой нелюбимый Бейбулата Таймиева, который делал нападение, и на Кизляр делал нападение, и на разные крепости. Так вот, во времена еще Бейбулата Таймиева они рассказывали, что не доверяют чеченской милиции. Почему? Потому что в самый худший момент они забирали своих жен, детей и уходили в Большую Чечню. Переходили реку Сунжу или Терек и уходили в горы к своим чеченцам. Их принимали, и никто их не убивал. Через определенное время их опять задабривали, давали им большие наделы земель, возвращались, и вот так происходило. Такова была позиция. И именно таким образом, потому что Ермолов, несмотря на столько лет правления, что бы он там ни делал, не смог добиться успеха, был отстранен, отправлен обратно. После него пришли и Борятинские, и другие. И что они сделали? Борятинский все это понял. И прекрасно. Он начал говорить. Никого мы забирать не будем. Никого мы наказывать не будем. Прокламацию Борятинского я вам обязательно... Я хочу, чтобы вы еще раз прокламацию Борятинского я вам зачитаю. Я прошу вас услышать тех, кто понимает историю, должен понять, что это за сие документ.
и почему с фактически миллионного населения несколько, ну, некоторые говорят 2 миллиона, некоторые говорят 5 миллионов, но я предполагаю, что пускай будет минимально миллионное население Чечни, осталось плюс-минус 200 тысяч за эти долгие года сопротивления Российской империи. Сейчас я вам... Дайте мне минуту. Это важно знать о прокламации, которую... Это документ официальный. Я много-много раз зачитывал его. Но многие не слышат меня и не понимают. Чтобы было понятно, кто такой князь Борятинский, это тот, кто пленил имама Шамиля, Александр Иванович Борятинский, 815 год рождения, 1879, князь генерал-фельдмаршал. Так его звание. Практически вся карьера Борятинского прошла на Кавказе. Я сейчас цитирую вам, чтобы было понятно. Борятинского прошла на Кавказе. Здесь немного, прошу вас послушать. Прошла на Кавказе, и его воинские заслуги были отмечены орденами Святого Георгия 4, 3, 2 степени. Будучи назначенным главнокомандующим Кавказской армией и кавказским наместником, Борятинский покорил весь Восточный Кавказ, Чечню и Дагестан, и пленил Шамиля. Я цитирую документ. В отличие от предшественника, победы князю дались малой кровью, так как он не полагался слепо на военную силу, а учился, слушайте, самый важный момент, почему Борятинский смог покорить Восточный Кавказ и Дагестан. Воинскую силу, а учитывал обычаи горцев, умело играл на противоречиях в их среде. То есть он знал психологию народа, противоречия между нами. Сөйлешни, вайн сөйлей цаби зари, қидей қиети шуас воштик нохчи. Вайн цаби зари, цернаем цаби зари, цер оқа, вай цацил оашка, цернаем шлил шул беспредел, доч энти махка, цан арш хуйокш. شارمخ دعبغان شارمخ شين شاروش ودي دميا чух шарош санд эқия ташич энтиш сане каля сюлиш лахкер. Вот это имеется в виду под этим. Он знал психологию наших обществ, и поэтому было проще покорить. Дальше читаем. Просто нужно понимать между строк и знать свою историю. В их среде стремился дать им шанс мирной жизни, чего не делал, само собой, Ермолов. Ермолов построил первую кордонную линию, построил вторую кордонную линию. Да, кстати, Ермолов больше всего отдыхал где? Абсолютно верно. В Закавказье. Закончился второй часть трафика. Уважаемые мои друзья, я прошу вас дать мне ровно полминуты. Я перезагружу, и мы продолжим. Осталось немного, интересно еще впереди. Не уходите, завтра выходной, я прошу оставайтесь, приглашайте, пока я перезагружаю, еще больше к нам подписчиков. И 2 человека сегодня поддержали наш канал. Тот, кто хочет поддержать канал, задонатить, номер карты вы видите снизу экрана. Если вы же смотрите через YouTube, вы можете задонатить через программу Donation Alerts. Это для тех, кто живет в Европе, в Америке, за границей. Если вы задонатите, это поддержит наш канал и поможет нам развиваться дальше. Всем огромная благодарность за поддержку. По крайней мере, 2 человека, насколько я знаю, задонатили. Это с Инстаграма 2 человека, за что им огромная благодарность. Как дойдет ваш донейшн, я обязательно сразу же благодарю и тем самым даю знать, что эти люди поддерживают наш канал, что они любят нас слушать, поддерживать и хотят, чтобы мы развивались. И просто человеческое спасибо, это просто-напросто для нас огромная, как говорится, поддержка. Сейчас не теряемся, я перезагружу и продолжим.
وعليكم السلام نقطة 95. Так, мы опять в эфире. Надеюсь, вы не потерялись, вы готовите свои вопросы, готовитесь атаковать меня со всех сторон своими злыми, нехорошими вопросами, нападками. Я буду только рад. Если вы отправите запрос на наш телеканал, нажмете вот эту камеру маленькую с крестиком, мы вас примем, если у вас есть желание. Эта трансляция сейчас идет по Инстаграм-каналу, прошу не путать. YouTube параллельно подключен, Facebook параллельно подключен. Телеграм я не подключил сегодня, потому что второго аппарата у нас нету. Если был бы второй аппарат, мы бы автоматически подключили и могли бы сразу и Телеграм-чат тоже вести. Но я боюсь, что это мы сделаем немножко, начнем не в 10 часов, а где-то в 9 часов в следующий раз, чтобы мы могли вести, и я мог подключать и говорить, потому что в Телеграме, вот мы провели 2 эфира, очень сильно любят долго говорить, то есть я им даю высказываться, и у нас эфир просто-напросто, последние 2 эфира длились почти что по 4-5 часов, это в Телеграме. То есть и было немало людей, в принципе, одну передачу вы успели захватить, мы в Ютубе, но там есть технические проблемы, были перебои, поэтому Ибраим сейчас пока работает над ним, он по крайней мере хотя бы часть из этого видео зафиксирует, вытащит и опубликует. Он сейчас работает над технической базой, только он может решить эту проблему. Там были моменты со сбоем связи, поэтому не записалось, то есть шумы какие-то есть, надо это исправить. И Ибраим максимально постарается максимум из этого вытащить и закинуть. Дальше продолжим. Я думаю, YouTube канал уже подключился. И давайте прочитаем прокламацию, за которую имам Шамиль говорил сразу казнить без суда и следствия, отрубать голову. Дальше читаем, почему у Борятинского были такие великолепные достижения на Восточном Кавказе, в Дагестане, в отличие от всех предыдущих там Граба, Дель Поца, Ермолов и так далее и тому подобное, в отличие от них. Дальше. Я зачитываю автобиографию его не просто так. А знающие люди должны понимать. Вай му иадина, вай му, вай кверчва худу, вай хулилдо, вай дега худу, шадик хаахина, акши вал хабина. Цундер даюшус. Шей дега дег. Şey bırtxılar, tsıxılar, bizir, masserge dünyanın deyitse tsadüç. Şey qoman, bırtba biz. Şeyin hudizi, şeyinle, şeyin vayın yok ahir diyiz. Na dünyanın ge deyitse tsadüç. O har hayyak yiz, vaz nakhal vali ma deyitse, da qaz mawalik. Hay qoman yok ah. Diyeş mi, ta lay yuyat yok aladu, şikafan tüyat, muat biyachum şuyat, haja haj. Deyla, vay işt, vay mahk tsanbelş, khazbelş. غاو نشتاير زوجي قدر إيش تخديش له واقع نعو ديش نشرتا دات واقع او هردي دوسين تحلي له دي تشرتادي نعو بلطونيو قيوما ياتعو هون شيء حقيقة استجوا او دنيا قاعد عدو يترداست بهردي تندير تسخن دوين دا حدوش دور في حلقي دوين دا حدوش دور هربتر بمشتكي دا اونين عن ليرة تخاي وابشي يقبع يرتا تخاري تر. И что я вообще говорю, как бы это философия. Это философия, понимание жизни, психологии. В своей прокламации дальше, случайно победить, слушайте дальше. Шамиля, в отличие от слепой военной силы, учитывал обычаи горцев, умело играл в противоречиях и среде, стремился дать им шанс мирной жизни. Не случайно победитель и пленник относились с уважением друг к другу, говорит. Дальше. В своей прокламации чеченскому народу 1860 года Борятинский провозглашает:
Цитирую. «Я желаю, чтобы вы воспользовались спокойной жизнью. Отныне все силы ваши, которые столько лет тратили на разоряющую вас войну, обратите к мирным занятиям. Кто-то к разработке полей, к ремеслам и торговле. Не имейте более никаких опасений и сомнений насчет вашей будущности». Я зачитываю, как написано. Это не ошибка. «Вы отныне должны быть убеждены, что ваша вера, ваша собственность и ваши обычаи останутся неприкосновенными». Повторюсь еще раз. Вы отныне должны быть убеждены, что ваша вера, ваша собственность, ваши обычаи останутся неприкосновенными. Один только обычай кровномщения, то есть кровная месть, как противная Богу и наносящий неиспоримый вред лицам, должен быть уничтожен между вами. Каждый из вас, совершивший убийство вследствие канлы написано здесь, будет судим по русским законам и подвергнут наказанию по определению суда. Читаем дальше. Прокламация. При окончательном покорении Чечни и Дагестана я объявил, уже вам известно, что император Всероссийский в бесконечной милости своей великодушию даровал прощение чеченскому народу за все враждебные его действия против нас в продолжение более 20 лет. Конкретное обращение идет только к чеченцам. И здесь указывается конкретно 20 лет. За пролитую кровь русских, за вред и убытки, причиненные нам во время войны. Подтверждаю ныне письменно мои слова и объявляю снова, что все случившееся продолжение этой бедственной для народа войны должно быть забыто навсегда. Отныне его императорское величество, распространяя на вас свою благость и попечение, наравне с другими своими подданными, дарует вам следующие милости. Каждый из вас может свободно отправлять свою веру, и никто не будет вам препятствовать исполнять обряды. От вас никогда не будут требовать рекрут и никогда не обратят вас в казаков. Никогда не будут требовать рекрут, то есть вступить в армию и становиться казаками. То есть до этого были слухи о том, что вас хотят обратить в казаков, то есть чтобы вы оставили свои нравы, традиции и так далее и тому подобное, и сделать вас крещенных казаков. Поэтому эта прокламация четко это указано. Читаем дальше. И вот очень важный момент. Все земли и леса на плоскости, где жил чеченский народ, до возмущения 1839 года будут отданы вам в вечное владение. Чтобы вы знали, в 1839 году Галашки была территория Чечни. Вернут в вечное пользование, владение. Написано, будут отданы вам в вечное владение, исключая тех, которые заняты под укрепление с принадлежащими к ним покосными местами, и эти земли навсегда остаются собственностью казны. Те же земли и леса, горной полосе, которым народ до возмущения пользовался и откуда вышел при нынешней покорности, останутся в запасе в распоряжении правительства. Но на них не предлагается поселять ни казачьих станиц, ни чеченских аулов. Я прошу заметить, ни казачьих станиц, ни чеченских аулов. Здесь нету никакой речи ни об ингушах, нету речи, само собой, не может быть. Какая прокламация, если ты не воевал. Точно так же здесь горные чеченцы считаются Уарстхуай, потому что они воевали на стороне имамата и считались чеченцами. И нету здесь в этой прокламации, если был бы отдельный народ,
указывались отдельные нации. Здесь не указывается, как некоторые пытаются говорить, что отдельные нации. Нет, здесь под чеченцами именуются все, включая и Уарстхо, и Мелхи, и Тирва, и Эхи, все, кроме выше мною сказанных, поскольку они не были в войне. Ну, по крайней мере, в этом документе они не указаны, я не знаю. Прокламации Борятинского, который самый главный документ на тот период. Те же земли, леса, покорности останутся в запасе правительства, но не предлагается поселять, здесь четко указано, казачьих станиц, ни чеченских аулов. Вам отведутся земли на каждый аул соразмерно числу жителей, и каждому аулу будет дан акт и план вечное владение землей. Земли, подаренные, вот еще важный момент, земли, подаренные правительством, и те из незанятых никем земель, которые впредь могут быть одарены частным лицам за заслуги, останутся навсегда неотъемлемой их собственностью. То есть тот, кто верно служил Российской империи, получил эти земли, они останутся у него в вечном пользовании. В этой прокламации написано. И вот тут возникает вопрос, какие же земли? Я думаю, что пояснять не стоит. Как появились некоторые люди на плоскости, откуда эти земли у них огромные наделы были. В этих прокламациях. И тут, послушайте, и тут речь не идет только, если вы думаете, только об ингушских там или других. Нет, здесь речь идет обо всех. Там могли быть как военные, так и любые, которые там, я не знаю, занимались каким-то и прославились, хорошие мастера прославились, если вдруг им Российская империя решила одарить их землей, то оно в вечное пользование. Заслуги собственности. Правители, поставленные над вами, будут управлять вами. Важный момент. Правители, поставленные над вами, будут управлять вами по адату и шариату, а суд и расправа будут отправляться в народных судах, составленных из лучших людей, которые будут избираемы вами и назначаемы в должности согласия ваших начальников. Снисходя к бедному положению народа, потерпевшего от разорения войной, правительство освобождает вас от взноса податей на 5 лет, с тем, чтобы вы в течение этого времени устроили свое хозяйство, отдохнули и вообще поправились в домашнем быту. По истечению же льготного срока, то есть 5 лет, вы обязуетесь уплачивать подать с каждого дыма по рублю. На первое же время вам предстоит только назначить содержание ваших аульных старшин, другим должностным лицам в аулах, в таком размере, какой вы сами признаете справедливым по вашему вообще юрт даишней, муалнишней богдушин. Вознаграждение в заслугу их вашему обществу. Точно так же в течение 5 лет мы освобождаем вас от обязанности выставлять милицию. Вы будете только назначать людей для рассылки бумаг и приказаний и для караула при арестантах в аулах и в дороге. Когда же пройдут льготные лета, то вместе с назначением людей каждый раз по особому требованию вы обязуете выставлять постоянное распоряжение ваших начальников не более как по одному конно вооруженному человеку с каждых 100 сажен на полное содержание обществ наймом или по очереди, как вы сами найдете для себя и общему совещанию лучшим. Эти люди будут постоянно находиться при ваших начальных рассылках для караулов и так далее. Объявляя вам эти милости, я жалую, чтобы вы воспользовались спокойной жизнью отныне, все силы наши, которые столько лет тратили на разоряющую вас войну, обратите к мирным занятиям, как то разработки полей, к ремеслам, торговли. Каждому из вас, кто пожелает, можно будет заниматься ремеслом, торговлей и так далее, основаниях, предоставленных для всех подданных русского императора. И тут мы подходим к важному моменту. Как раз этот важный момент заявляется в том, что когда Шейх Мурза Окотский заключал договора, там были в основном интересы экономического характера. Экономического, прошу не путать.
Дальше. Каждому В стране ваши войска разрабатывают дороги, по которым вам будет легко провозить все, что вы отправите для продажи. Вы скоро сами убедитесь в пользу для вас этих дорог, но чтобы они всегда полезны, надобно поправлять их, чинить мосты, не давать заострять сам войска. Это будет лежать на вашей обязанности, то есть поправлять дороги, ремонтировать их, мосты, это будет, говорит, за вами. Повинуйтесь назначенным над вами начальниками, преследуйте и ловите, выдавайте преступников и беглых, не скрывая их ни под каким предлогом назначать себе определенных людей. Это главное, что мы вас требуем для вашего же собственного спокойствия. Никто лучше вас самих не может знать тех людей, живущих между вами, которые любят разбой и грабеж. И никто лучше вас не может знать прибытие в край таких людей из других мест. А потому мы возложим ответственность за убийства и грабежи на те аульные общества, на земле которых они будут случаться. При прохождении войск через ваши земли мы будем иметь надобность в подводах от жителей. Число этих подвод будет назначаться главным начальником и так далее и тому подобное. Для сохранения лесов от истребления должно назначить в каждом ауле особые лесные участки и запретить порубку их без дозволения общества. Без дозволения общества. Потому что газ не так было, как сейчас. Для сохранения тогда в тех лесах, в которых рубка будет производиться, свободно должны установить денежный сбор по приговору народного суда для того, чтобы собранные деньги употреблять на содержание школ, на пособие бедным, пострадавшим от пожара или других несчастных случаев. Деньги эти будут храниться в народном суде. То есть мягко душевничек. Как вообще? Мягко это что мягко? В суде и за правильным их употреблением будем учреждаться надзор. Вот все, что вы обязаны будете исполнить, и ничего более того, чем я вам теперь объявляю. От вас требовать не будем. Не имейте более никаких опасений и сомнений насчет вашей будущности. Вы отныне должны быть убеждены, что ваша вера, ваша собственность, ваши обычаи останутся неприкосновенными. Один только обычай кровного мщения, я вам уже говорил, между уничтожением вас, каждый из вас, совершавший убийство, будет наказан. Вы скоро сами поймете пользу уничтожения этого дикого обычая, и когда увидите, что правительство твердо охраняет ваше спокойствие, станете просить сами об изменении некоторых других обычаев ваших, несообразных с настоящим положением вашим. Сельские муллы кади обязываются прочесть это объявление при мечети столько раз в дни джума, чтобы оно сделалось известным всему народу и верно объяснить содержание его на местном языке. При этом предваряю, что если бы сам засим явилось между вами злонамеренные люди, которые стали бы тревожить народ ложными превратными толками, то они подвергнутся самому строгому наказанию, без малейшей пощады. Главнокомандующий Кавказской армии, наместник Кавказский, генерал-фельдмаршал А.И. Борятинский. Вот что говорит та прокламация. Чтобы было понятно, это 1860 год. На протяжении долгих времен Борятинский искал подход и нужду, что нужно для этого народа, что нужно для чеченцев. А речь идет конкретно о чеченцах в данной ситуации. Это чисто для чеченцев. В принципе, конечно, договор очень хороший. Как таковой. После 20 лет войны, после истощения, после таких жертв огромных, треть земли потеряли, четверть населения, треть населения, четверть земель потеряли, огромные человеческие потери. Всех вместе взятых мужчин и женщин осталось почти что, некоторые говорят 2 миллиона, я не буду уже 5 миллионам верить, некоторые говорят 2 миллиона, некоторые говорят миллион, от него осталось плюс-минус 180-170 тысяч человек. И женщин, мужчин, и раненых всех вместе. Это фактически почти что истребление народа было. По крайней мере, столько людей погибло. Эти данные, откуда известны эти подсчеты этих данных, вы можете ознакомиться в наших статьях, и где мы опубликовали и показали. Подводя итог к данному сказанному о Кавказской войне и Чукиндезу, я хочу сказать, конечно, мне без всякого сомнения, Кавказ неоднороден.
Кавказ разный. Здесь живут разные народы. Кто-то по своей территории был более доступный, более интересный, более богатый, централизованный. Хотя многие все начинают говорить, что грузинское царство было очень централизировано и так далее, но сколько мы видим, все было не так просто. Ни в Грузии, ни в другом. Но что касается Чечни, многие карты, как мы видим, на определенном периоде, в 16, 17, 18 веках, на многих картах просто стоит белое. Ни рек, названий, которых за 70 на территории Чечни, если не больше, маленьких речушек и рек. Ни городов, ни кабаков, ничего не указано. Область Центрального Кавказа, как черная дыра, была неизвестна никому. Ну, кроме тех более проходимых шелковых путей, где проходили, где какие племена проживали. Эти места, конечно, были более описанные очень. Но мы с каждым днем все больше и больше находим. Мы нисколько не умеряем ни грузинский, ни армянский, ни адыгский, никакой народ. Но и упрекать нас, ногчи народ, чеченский народ, что мы делали что-то хорошо или что-то плохо. Зайдите, посмотрите, поинтересуйтесь, сколько же вы сопротивлялись самой могущественной империи на тот период России. Я молчу про последние современные войны. Я молчу про выступления. Чтобы это не было огульно, давайте посмотрим один ролик. Я хочу, чтобы вы посмотрели. Надеюсь, вы услышите его. Сейчас. Нет, так это не получится. Сейчас, подождите. Сейчас постараюсь. Это очень важно, если вы говорите так. И пока мы... 2 человека еще поддержали наш канал. Это Марьям и кто-то с Тинькова. Не знаю, кто Тиньков. 2 человека поддержали наш. Ассаламу алейкум. Аушвай. Эхкебуй. Бу. Алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракатуху. Эхкебу нохчи бу. Эхке тукум бу. Нохчи коман бу. Сейчас момента моря. Чуть-чуть подождите, дорогие подписчики. Он должен быть здесь, я уверен, потому что я показывал этот ролик нашей гости. Где же ты? Так, нет. Это он, но это не этот ролик. Я его мог не перезалить. Так, сейчас, минуточку. Указывая нам, кто на Кавказе, какие князья, что делали, как делали, кто сколько воевал, кто кого привел, какие договора заключал. Когда эти вещи нам рассказывают некоторые наши соседи, или начинают говорить, вот вы фантазируете, вы то-то, третье, десятое. Я клянусь, вы были бы удивлены, если бы наш народ не потерял свою письменность, не был бы депортирован, не воевал бы столько с Россией, а жил мирно, заключал бы договора, как вы, мы бы сохранили очень большое свое наследие. Но когда ты бегаешь, когда ты воюешь партизанской войной, сколько сел во время Кавказской войны, предгорные села были, каждое из сел были сожжены как минимум 5 и 10 раз. Одно село сжигать столько раз, а в селах это же не 2-3 кишлака или дома, или сакли. Это, по крайней мере, сотни семей. Строить каменные башенные
комплексы на плоскостной предгорье было уже невыгодно, потому что они уничтожались пушками такой силы, как они имели там во времена даже того же Чингисхана и Тамерлана, они не имели. И каждый раз их восстанавливать после каждого набега царская Россия это было невыгодно. И поэтому чеченцы перестали их как таковой строить после 17-18 века. До этого строительство башен это было обычным ремеслом в горной части, поэтому их сохранилось. Источников нашей Родины. Сейчас я постараюсь, все-таки он здесь должен быть. Видать, я его показывал на этом телефоне. Он должен быть здесь. Очень важный момент, потому что, начиная от этого, мы сами это выдумали. Я хочу, чтобы вы послушали одного из одиозных и самых в свой период самых сильных российских генералов, офицеров, который прошел Афган. Да чтоб тебе просто стало. Сейчас, дайте мне минуту. Сейчас мы за причиненное неудобство прошу вас прощения, но найти надо для такого дела. Найти надо, и мы найдем. Мы найдем, сколько же здесь нарнийских ботов. Сейчас. Уно момента. Так куда ж ты делся-то, а? Блин, когда у тебя столько информации, думаешь... Так, сейчас надо сверху вниз пойти. Я не знал, что здесь. Низ, низ, низ. Низ, низ, низ. Так. Низ, низ, низ. Я в эфире, подождите. Не пишите. Хотел в подтверждение своих слов показать вам одно видео. Нос чешется. Воду пить буду. Вот сейчас назло вам возьму и пить буду. И попил. Так. Сейчас. Пока можете написать вопросы. Да что ж ты, Ёшкин-матрёшкин. Я же буквально его вчера, позавчера показывал. Конечно, я не пытаюсь, и наш народ, в принципе, прекрасно все, как один, кто болеет душой и сердцем за свою историю, за свой народ, помнит все. И передает от отца к сыну не только генетически свой язык, свою кровь, но и хоть в устной форме передает свою историю. Да, последние 20 лет некоторые люди больше были заняты с выживанием, нежели чем тем, чтобы знакомиться со своей историей. Но, благо, все меняется, все потихоньку
восстанавливается. Люди сейчас работают, восстановили свой регион, потихоньку развиваются, восстанавливают свою историю. Историю нужно знать не только для того, чтобы, как некоторые думают, разжечь национализм или националистическую борьбу. Нет, историю нужно знать, чтобы видеть свои ошибки прошлого, не допустить это, развиваться во благо своего отечества, своей родины, большой или малой. Нужно воспитывать своих нобелевских лауреатов химии, физики, биологии, математики. Я не устаю повторять это каждый раз не потому, что вот это зачитывается или мне, как говорит Чикиндес, там спецслужбы ФСБ спустили, или как там говорил Артем Плата, что мне там тексты отправляют, дают указания, спускают с правительства Чечни. В правительстве Чечни больше делать нечего, как сидеть и писать мне тексты или давать указания. Они занимаются своей экономикой, своими делами. А мы на уровне общественных деятелей, общественников занимаемся своей историей, патриотизмом. Странно, конечно, видеть, когда, когда их люди занимаются историей, культурой, то они, знаете, такие патриоты, такие общественники, такие все хорошие красавчики. А стоит показать кто-нибудь такую же деятельность со стороны чеченцев, то это нет, это все проплачено. Все ведут спецслужбы. Вот я не знаю. Я могу понять, если там иноагент, если бы у тебя было бы, если тебе платили бы переводы денежные, делали на твою общественную организацию, чтобы заинтересовать спецслужбы. Что-то. Вот тогда это можно было бы обратить внимание на это. Но заниматься блогерством, видно подписчики. Я уверен, что даже если есть представители, которые слушают эти эфиры, они поймут, что это вообще не их тема, и на самом деле здесь ловить нечего. Все эти документы опубликованы, они не засекречены, они все из библиотек, и карты, и фотографии. Все это, само собой, является общественным достоянием, и они любые могут ознакомиться. Но если кому-то даже интересно, он может зайти и посмотреть. Среди моих подписчиков я знаю, что есть сотрудники, я много раз об этом говорил, и поэтому различные могут быть специализированные какие-то ЦП или не ЦП, как они называются. Работники их там соседнего региона могут смотреть данный контекст, там, чем занимаются, кто что говорит. Может, для отслеживания своих там каких-то балаболов, которые поэтому боятся показывать свои лица. А кто не боится, кто честен, аж чего ему бояться? Он ничего не врет, ни у кого ничего не ворует. Он занимается историей, не разжигает, а занимается историей. Что, конечно, является благородным делом для укрепления, как говорится, и познания науки, образования среди своего народа. Укрепление своей нации в общероссийском пространстве. Потому что мы почему говорим на русском языке? Чтобы все могли, и я же не сижу там на своем родном языке, скрывая, собрав каких-то сектантов. Нет, пожалуйста, добро пожаловать, мы приглашаем любого русского, азербайджанца, грузина, армяна. Если ты с чем-то не согласен, вот где это не совпадает, пожалуйста, зайди. Мы абсолютно всегда открыты, готовы для дискуссии, общаться, но единственное, мы не позволяем у себя на канале материться и называть некоторые женские части тела, как любят некоторые ХЧЛисты нордийские это делать. Если ты культурный человек, если ты можешь вести себя и говорить культурно, пожалуйста, добро пожаловать. Мы с радостью тебя примем, послушаем твои аргументы. И если мы не правы, я всегда готов признать и сказать, что я не прав, я прошу прощения.
я был введен в заблуждение, или мои источники были недоступные, недостоверные, точнее, недоступные. Чтоб тебе пусто стало. Короче, я искал его. Но что-то я уже больше, как говорится, минуты. Там был один момент очень хороший, я обязательно его найду. Я опубликую, это где-то 2-минутное или 3-минутное видео российского генерала, который рассказывает о чеченцах, вообще о чеченской войне, причем современной чеченской войне, чем они занимались, как относились к ним, справедливо и несправедливо. Так вот, российский офицер точно так же, как и Борис Николаевич Ельцин, когда подписывали документ, сказал, что хватит воевать, навоевались. 400 лет. Речь не идет о 400-летной войне, когда говорят, что 400 лет это вот не каждый день войны. Нет, определенное время восстания, определенное время. Об этом шла речь. Поэтому я хочу, чтобы вы понимали, кто-то может просто заниматься своей историей. Пожалуйста, занимайтесь. Никто вам не мешает. Занимайтесь своей историей, занимайтесь своими делами. Ваша жизнь в ваших руках. Но я считаю неправильно идти к другому соседу, как конченая сикофанская, стукаческая пародия, обсуждать нас за нашей спиной, не с нами. Так никогда себя не вели мужчины. Если вы хотите конкретно что-то спросить с нашего народа, с нашей истории и так далее и тому подобное, зайдите, мы открыты для диалога. Спросите, так это или нет. Или вы обманываете, вот здесь это неправильно. Пожалуйста. Но за спиной идти, жаловаться, говорить, показывать какие-то акты или не акты. Вот мы показываем эти акты, потому что вы же нас упрекаете ими. Нет, я конкретно не упрекаю. Я вам обязательно потом покажу. Это был ролик генерала, но, к сожалению, сейчас я не смог его найти, хотя я показывал его. Так. Все-таки, если у вас есть вопросы по первой части, еще раз прошу вас не путать. Я никогда не говорил и не говорю о народах. Народы ни при чем. Есть хорошие люди, есть плохие. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Башлам, я вот к тому, что ты говорил, хотел это самое немного об этом сказать, добавить, об этих историках, которые нас пытаются обвинить, да, с одной стороны, чеченцев, там, кабардинцев, дагестанцев. Если возвращаться, он же апеллирует еще временами Ивана Грозного. Ну да. После того, как Иван Грозный разбил Казанское ханство, после этого Астраханское ханство, в отместку ему крымский хан совершил поход на Ивана Грозного, в отместку. Иван Грозный узнал о том, что идет крымский хан, спасая свою казну, бежит в Великий Новгород. Крымский хан приходит, ищет его, сжигает Москву и оставляет гневное письмо. Но это другая история, и уходит оттуда. Я хочу сказать, что в те времена, о чем говорят вот эти вот деятели, да, это с Кавказом у Московской Руси шло взаимовыгодное сотрудничество, если так можно сказать. Не более того. Не более того. Чтобы они понимали, видно, они еще не понимают или не знают, о чем говорят, ведь восточный, практически Дагестан, и он же входил в состав Персидской империи. Петр I. Об этом, как ни странно, никто не упоминает. Да. Петр I же совершил свой персидский поход. Да, он для освобождения Дагестана и присоединения его к Российской империи. Да. Точно так же на северо-западе
также Османская империя, она взаимодействовала с адыгами, то есть плотно, и доходила Османская империя до устья, в общем, до Дона она доходила. Азовское море контролировало, там стояла турецкая крепость, которую Петр I захватил. И, то есть непосредственно вот эти вот боевые действия, можно сказать, то есть не боевые действия, а вот это взаимовыгодное сотрудничество заканчивается после петровских времен, при Екатерине и так далее. Даже если мы вспомним Валерийское сражение, ведь чеченцы же с царской Россией жили, взаимодействовали, и после того, как они отказались, да, то есть от этого крепостного права, они уходят, и начинается эта борьба. И поэтому вот эти вот люди, они, не совсем... Я хочу еще дополнить, Айсат, пока ты не ушел, хочу напомнить и зрителям нашим, не забывайте, что, как ни странно, разные общества разного периода, если отношения, вы не забывайте, какие-то наделы у каждого человека имели свои договора. И несмотря на это, если вдруг нарушалось какое-то обещание, данное Московской Русью, императором, поднималось восстание, поднимался бунт, начиналась война. Почему я это говорю? Да потому что возьмем Байсенгура Биноевского. Хорошо, нет Байсенгура Биноевского. Повесили его. После этого сразу же буквально считается, хотя дагестанцы начинают говорить о Нажмудине Гацинском и так далее, они начинают, опять же, они сбежали с Дагестана, вы посмотрите их автобиографию, и их опять же, кто прикрывает и кто скрывает? Чеченцы в своих лесных горных ущельях, и чеченцы им помогают. Дагестанцам и Гацинскому, и Нажмудину Гацинскому, и остальным, если кто хочет, может поинтересоваться. И Узун-Хаджи точно так же помогают чеченцы. И что я хочу сказать? Вообще, фактически считается, вплоть до 1877 года, последнее восстание, которое было сделано Алибек Хаджи Зандакским, опять же, благодаря чему оно происходит? Недовольство. Никто же не говорит об исторической действительности и правде, что шейх Мансур, первый имам Кавказа Ушурма, никогда по сути своей с первого дня не брался за меч, не выходил и не призывал всех рубиться до конца. Нет. Определенное время и шейх Мансур занимался мирно своим, как говорится, проповеднической деятельностью, не лез никуда. Но когда сделали одно, другое нападение, когда это накипело, потом уже началось восстание. Потом уже все это началось. Закипел весь Кавказ, и начал он подтягивать людей и призывать. Об этом никто не говорит. И не забывайте сравнивать шейха Мансура, первого имама Кавказа, которому было в начале 25 лет, 23-25 лет, но это смешно. Сравнить его с имамом Шамилем, третьим имамом Чечни и Дагестана. Это, который был уже зрелым человеком. Ему 40 с лишним лет было, когда он пришел на Кавказ, если я не ошибаюсь. Если когда он сдавался, все начинают говорить, что ему было 60 с лишним, значит, он 20 лет воевал в Чечне, значит, ему без малого должно быть 40 с лишним лет. Он пришел оборванный, раненый, еще с 3 своими подвижниками в Чечню, и получил такую поддержку, с которой смог отвоевать пол Дагестана, пол своих наместников, отомстить всем, кто ему не помог, и потом установить имамат Чечни и Дагестана. И именно у князя Барятинского и во всех документах четко указывается. Не имамат Дагестана и Чечни, а имамат Чечни и Дагестана. Потому что фактически после Ахульга имам Шамиль проиграл. У него не было ни войска, у него не было ни силы, ни армии. Если мы говорим так, как есть в реальности, и если бы не те чеченцы, которые его вылечили, сохранили. Другой вопрос, правильно, неправильно, лучше бы дали, не дали. Речь не о таких риторических отступлениях, но мы говорим конкретно о фактах. Если после Ахульго он пришел в Чечню, и его там добили, или его взяли, продали бы какую-нибудь крепость, Грозная, Кизляр, Моздок, без разницы, закончилось ли бы все? Вот о чем речь. Но его вылечили,
помогли, поддержали, поставили имамом, причем при именно первых чеченских его сподвижников отвоевали часть Дагестана, и имамат стал больше. Хотя большая территория, это, конечно, все-таки Чечня была, и 2 столицы у него было в Чечне. Но суть не в этом. Я к чему это говорю? Люди, которые начинают упрекать нас или говорить о войне, сами, по сути своей, никогда пороха не нюхали. Или же их такое малое количество выступало в этой войне, в Кавказской или в другой войне, что мизер, из которого они поднимают и говорят, он известный, они отправляют это дагестанским вот этим блогерам. Тот берет, да вот этот, я не хочу называть, я знаю, во-первых, он и не той национальности, как его пытаются показать, потому что его прямые потомки, его родственники связались со мной, попросили меня не публиковать его, не называть его, там, приписывая его к такой. Они говорят, мы знаем, кто он. Он никогда ни в одном месте не говорил, что он этой национальности, что он был непосредственно такой-такой. Но поскольку если представители или потомки этого человека говорят, я и перестал о нем говорить. Но, несмотря на это, возводят его в ранг Зелимхана Харачоевского, в ранг там другого. У нас таких Зелимханов было 100, у нас было там ваши братья Исмаиловы такие, а у нас был еще круче. Мы не меряемся тут, знаешь, кинжалами, кортиками и так далее и тому подобное. В этом надобности нету. Об этом говорит сама история. Жалко, что я не нашел. Это 5-минутный ролик, но я его обязательно покажу. И думаю, что многие ознакомятся с этим документом. Я, конечно же, нисколько не противоречу и не говорю, Айсан, что ты не прав. Мы с тобой прекрасно знаем об этих договорах. Просто челобитная, каким бы она имела свои стандарты. То есть Шахмурза Акотский, который заключил договор или бил там челом и так далее и тому подобное, он не был первым. И у него не было стандартной там, от себя он там написал. Были стандартные документы, допустим. Сегодня, когда ты получаешь паспорт гражданина Российской Федерации, мы видим везде один стандарт. У нас же нету чеченских российских паспортов. Один стандарт для всего народа. Значит, в то время челобитная была именно такой, как он написал или подписал, или, возможно, в то время с учетом безграмотности, обычно брали, ставили крестик, ему могли сказать, поставь крестик, и вот после этого ты получишь военную помощь и можешь рубиться со своими врагами, которые представляют атаманскую Турцию, будь это Шамхал Тарковский, или кабардинских князей, те, которые на стороне, или там, допустим, атаманской Турции. Я вообще приблизительно говорю, это не говорится о том, что адыги были все под турками, нет. Но тут говорится о четкой поддержке, то есть они строили крепости, Черное море владели. Тут ничего такого нет. Сегодня мы ознакомились с документами, что Грузия фактически, они указывают, что была поделена между собой Персией и Турцией. И причем и сами эти князья или короли местные, они то в одну сторону переходили, то в другую сторону. И Москве не сильно доверяли. То есть, когда Москва слабла, они же говорят, они переходили, он отдал собственного сына, тот принял магометанство, и не просто, говорит, принял, они дали, персы, аббасиды дали ему указания, сказали, ты должен убить своего отца и своего брата, что он выполнил. Там таких моментов очень много. Я просто поэтому не хочу. С одной стороны, может это кому-то показаться и как-то задеть чьи-то чувства. Я поэтому всегда говорю, ты знаешь, в эфирах, мне больше важны моменты, где взаимодействие какое у нас было. Были ли военные действия, было ли другое, третье, десятое. Мы же, когда говорим о Парнавазе, мы же не с оскорблением говорим об этом, а с гордостью. О том, что там жена Саурмага была там Дзурдзучка, один был христианин, а в нашем понимании выдать там свою там, сестру или мать или дочь за христианина, или там третье, десятое, даже на сегодняшний день, как мы это видим? Мы это считаем позором недопустимым или скрыть пытаемся, но мы же в тот период, мы не говорим об этом так. Мы говорим, вышло, он после того, когда потом нужно было подтянуть
Барнаваз потянул свою Шейненхуа, потянул, они вместе помогли ему переворот. Об этом-то пишут не чеченские историки, об этом пишут великие грузинские историки, ученые, и мы, ссылаясь на них, говорим об этом. Значит, взаимоотношения у нас были разные. Я еще раз повторюсь, вплоть до Грозного у нас были разные отношения. Возьмем Звияда Гамсахурдия. Вытащили у армян под риском страха и смерти, с угрозами, с оружием, направив туда самолет. Привезли его с семьей сюда. Здесь помогали. Это, между прочим, первый президент независимой Грузии. Самолеты во время тяжелых времен направлялись с медикаментами и с едой, отправлялись в Грузию. Об этом есть документы. Да, Чечня не такая уж большая, она не имела таких больших возможностей, но в силу своих возможностей она помогала. И само собой, Звияд Гамсахурдия как наставник, как человек, который был более опытный, со своими взглядами, мы его можем любить, кто-то может его ненавидеть, он вел дружеские отношения с чеченцами. Об этом никто не говорит. А в тот же самый период шла Абхазо-грузинская война. Почему Звияд Гамсахурдия, который был в Чечне, причем, когда его убили, похоронили в Чечне, его сын рос здесь, он знает всю эту ситуацию. С одной стороны, чеченцы поддерживают независимого президента, не дают его убивать у себя до тех пор, пока он не уехал, его просили, не уезжай, оставайся здесь, у него здесь была резиденция недалеко от центра. В большом доме, резиденция имеется в виду небольшой, в доме жил. Особняк. Особняк, да. Уехали, оставили, что опять же произошло там, кто убил, это их личное дело. Но сюда привезли, похоронили. И потом отправили и захоронить. Захоронили в Грузии. Опять же, во всем же помогали чеченцы. На сегодняшний день грузинские, гюржи, махки, гюржи, урами, рестораны грузинские, грузинская улица, все, что касается грузин, на нашей территории есть. У нас нету, мы нисколько не унижаем, и в глазах этого Чекиндеза мы не говорим совсем грузинским народом. Но я знаю прекрасно, что нам ничего вылизывать грузинам не нужно. Нам не нужно подлизываться к ним, нам не нужно у них просить: ми, ваши братья, сделайте ролик против этого, скажите против этого. Это ниже нашего достоинства. И тот, кто это делает, он конченая шестерка просто-напросто. Это ниже. Это хотя у нас на самом деле, ты же знаешь, мы опять же повторимся, это сегодня ДНК узнали Сталина, все. Сталин сам себя никогда не называл осетином. Никогда. И всегда себя называл и считал себя грузином. Что у него какие-то корни из Осетии сегодня, на самом деле это сделали не грузины, а это сделали. Мы не судим по Сталину весь грузинский народ. Ведь Хадешик Эдала, во время революции и во время гражданской войны и Орджоникидзе, Серго Орджоникидзе, и многие революционеры скрывали же у нас в горах, в этом Мелкота. Они уходили, да? Их партизаны наши спасали, и спасли в то время, да? Иса, у нас, я же говорю, к сожалению, у нашего народа всегда в нашей истории пытался найти войну, в которой мы не были бы по обе стороны. А реально, единственная, которую войну я нашел, где мы не были по обе стороны, это Карабахская война. В этом случае мы были только на стороне азербайджанцев в Карабахской войне. То есть небольшой контингент, но все-таки был на стороне азербайджанцев. Благо, есть подтверждения, есть ролики, есть могилы, где погибли наши ребята. Да, много случаев было, я просто не хочу их рассказывать, дабы, чтобы, опять же, не вышло, что это межнациональная рознь, потому что по всей территории проживает очень много армян. И среди них есть достойные люди, и поэтому всех судить по ним мы не будем. И все же, Отечественную войну, имеется в виду гражданскую войну, один брат был на стороне советской армии, другой брат был на стороне, как говорится, белых гвардейцев. Тапа Чурмоев был на стороне
царской власти, а противником там был другой национальный чеченский. И тот герой, и этот герой по-своему. И даже сегодня у нас возникает такая дилемма. Великую Отечественную войну. Есть чеченцы, которые депортированы, а есть чеченцы, которые воевали. И сегодня те, которые депортированы, пытаются упрекнуть тех, кто воевал. А в чем их проблема? Когда они уходили, их не депортировали. Ведь их на армию никто не говорит, что взяли с предателей народов, назвали депортированных чеченцев, отправили на загранотряды или воевать. Не было же такого. Они ушли. И причем их прикрывали такие же русские командиры, другие, называя их татарами, кумыками. И мы сегодня под крупицей восстанавливаем, зная, сколько героев советского. Вы знаете, Молу Висаитова назвали терским казаком. Вы знаете нашего великолепного пулеметчика Хампашу Нурадилова назвали кумыком или там дагестанцем одним. Другого назвали аварцем. Третьего назвали таким, и столько этих людей сегодня приходится потихоньку восстанавливать доброе имя. Их же прикрывали, они знали, что они никакие не предатели. И в чем их проблема? В том, что они не струсили, в том, что они не вернулись. Как сейчас с телефонов мобильных отправить сообщение в то время было невозможно. И само собой, когда даже я возьму своего дедушку, он отказался, всего ему говорили, служи дальше, он дошел до Берлина. Он мог остаться, он мог там, узнав это все, там, перейти там на сторону, я не знаю, тех же американцев, жениться на немке и остаться там. И сказать, я ненавижу весь советский народ и всех русских, которые предали, там, и так далее, и тому подобное. Но зная это, он не сделал этого. Зная, что и Берия, и Сталин не представляют русский народ, хоть они и были главнокомандующими. Он отдал свое оружие, он взял все, что у него было, бумаги, свернул в клубочки и уехал в Казахстан. В Казахстан он уехал. Хотя он знал, что он с одного села не мог перейти в другое село. Вы знаете, это было запрещено для нашего народа. И он ждал, искал в каждом селе, где есть кто-то из атагинцев, где они есть. И вот так все. Это не только мой дедушка. Это касается всех тех, кто ушел на фронт и до конца сражался. И не показал себе трусости. И нету ни одного чеченца. Хотя говорят, что некоторые говорят, там был один чеченец и один ингуш, другие говорят, там, 2 человека. Во Власовской армии не было ни одного чеченца, ни одного ингуша. По крайней мере, подразделений не было. Хотя от других народов были подразделения. Кто возглавлять, тем более они не возглавляли. А что касается партизанских вот этих движений, которые больше всего, которые сегодня приклеили плакаты Сталина, особенно в Ауховском районе, другие говорят, Сталин наш, Ленин наш, целуют там его портреты, поставив в окне в Казбековском районе, Ауховском районе. Эти люди, упрекая нас, когда им говорят, верните чеченские земли по закону, когда им говорят, они начинают, вы были предателями народа. У вас были предатели тогда. Кто возглавлял диверсантскую группу? Кто вообще самым главным диверсантом, который набирал группы, кто был? Кто сдал чеченцев, те, которые были? Это был Осман Губе. И он не был чеченцем. Он был Сюли. И он сдал. Он сказал, если кто будет и поддерживает больше всех воевать против советской власти, это чеченцы. Разве не его цитата? Разве этого нету опубликовано? Это все есть. Но нужны были всегда козлы отпущения. И правильно сделал Осман Губе. Каждый раз, когда мы думаем о том, что что происходит? Мы теряем земли, мы теряем людей, и всегда виноваты мы оказываемся. سيدي أشواتي سيوغت أحقبة شيء صح لي وشوس تقول أرح إل تآخر وقت أوين صح ليش خلص وين صح إل خلا أرح حك إزي سن هو واسا بيتيا جمر جوبا إيوان قدر بوش ليلو حيت صح خلاك إيد مرز أرح كبر شوية ثاني حنقش قوم حنزبرت بوش خربون وتوشنا также и Осман Губе поставил и из же Султан Мут Волчхайна. Почему не говорит Даев, что на стороне Султан Мута были чеченцы, который воевал против Шихмурзы Якутского.
Может, не знает он, на стороне Султанмута, который воевал против Шахмурзы Окотского, были чеченцы. Потому что Султанмут, в их понимании, был религиозно деятелем, он был на стороне мусульман-турков. А Шахмурза Окотский, в их понимании, был на стороне адатов и царской России. Вот что происходило на самом деле. Даев об этом не знает, и тем более не знает его шестерки, нарнийские шестерки. На стороне Султанмута были чеченцы, которые воевали, которому помогли отвоевать его, так сказать, отцовские земли. Я прошу прощения, у нас закончился предпоследний трафик, так сказать. Сейчас уже последний, думаю, это уже, да, четвертый. У меня больше, как говорится, вариантов не будет. Но я постараюсь в течение этого часа быстро добить. Айса, бяхмабила, я не специально, у нас, ты знаешь, через особенно быстро трафик заканчивается, когда заходит гость. Когда вдвоем ведут дискуссию, быстрее заканчиваются гости, и финансовые возможности нашего, как говорится, стрима немножко ограничены, потому что поддержки канала, к сожалению, как таковой нет. А когда есть, это 1, 2, 3 человека, а за этот донейшн даже, грубо говоря, ты не можешь провести один нормальный эфир. Ну да ладно, суть не в этом. Продолжим, я надеюсь, Ибраим уже присоединил в YouTube. И, Ибраим, назови количество, сколько людей в YouTube смотрит. И если есть вопросы, уже подготовь, чтобы ты скинул. Так вот, ни Чекиндезе, никто остальной, тем более его нарнийские шестерки, не указали, не сказали, что на стороне Шахмурзы Окотского были тоже чеченцы воевали. И причем они воевали против своего же Шахмурзы Окотского. Хорошо ли, плохо ли, это совсем другое дело. Тут уже, еще раз повторюсь, одни защищали интересы Отоманской Турции, другие защищали интересы, грубо говоря, Московской Руси. Тогда возникает вопрос, кого нужно упрекать в данной ситуации. Разве не то же самое было в Грузии? Разве одни не защищали интересы Российской империи, другие защищали интересы Отоманской Турции, а третьи защищали интересы Персии. Поэтому не нужно упрекать наш ногчий народ, и мы прекрасно знаем свою историю и знаем, что у нас есть эта беда. Вот эти политическое деление всегда делило кто-то на одной стороне, кто-то на другой стороне. В нашем народе это всегда так. И правильно ли они бывают все, я не знаю. Видать, боясь ошибиться, ну это, конечно, шутка,
боясь ошибиться, мы занимаем обе позиции, и правый лагерь, и левый лагерь, а там уже время покажет, кто прав, кто виноват. Хотя так, конечно, это, еще раз повторюсь, это, конечно, шутка. Но все-таки в нужный момент, когда мы находимся на грани исчезновения, мы всегда включаем режим самосохранения нашего народа. Поэтому тот, кто слил парашу Дэйфу, тот, кто начал вонять насчет чеченской Википедии, завершая этот вопрос, я скажу насчет Википедии и чеченской Википедии, как угодно называют. Дэйв, послушай. Чекиндес тоже неплохое слово, но я так скажу. Знаешь, сколько про мой народ написано плохого? Огромное количество. Причем эту парашу лили нас 20 лет обливали. Все российские СМИ. Все в основе своей, как таковой, грузинские СМИ, мировые СМИ. Я сколько фильмов голливудских закинул, иронично, где снимают, там чуть ли не в Аргуне находилась по переработке урана и ядерного оружия, там показывают американские голливудские фильмы, сериалы снимают про чеченцев, и везде почти, что чеченцы это мафия, чеченцы это бандиты. Такова участь. Так сделали сами европейцы, так сделали сами, точнее американцы, сделали и российские СМИ. Благо, все меняется потихоньку. И надеюсь, что в будущем, и знаешь, по всему миру достаточно дерьма, про которое про нас пишут. И до сих пор, если бы не сильная региональная власть, возможно, так бы и лили. Некоторые из-под тишка, как шестерки, пытаются и до сих пор жаловаться, к коим мы перейдем скоро, сейчас второй части нашего вопроса, тоже коротко. И то, что Википедия пытается написать хоть что-то от нашей истории, в хорошую сторону, выставляя нас из этого всего дерьма, которое вы на нас лили, и ты не исключение. Если мы что-то пишем о своем народе хорошо, то не нужно нас упрекать. Вот вы все пишете войны. Да, мы пишем. Среди всего дерьма, которое вы выливали всегда на нас, мы берем то, что есть в реальности, и его выпячиваем, показываем. Вот. И опять же, это слова ваши. Ни генерал Ермолов, ни один генерал, ни Дель Поце, ни Борятинский, никто из тех, кто воевал на Кавказе на тот период и в современных войнах, не горел желанием любви к нашему народу. И мы просто констатируя, у каждого человека есть свои человеческие качества, и когда они все-таки в момент какой-то слабости, я не знаю, момент какой-то справедливости говорили хоть что-то о нас хорошее, мы это фиксируем и показываем. И говорим, хоть что-то хорошее. Вот в чем проблема. А сидеть, писульки писать, чаечек попивать где-то на горячей печечке, извините, у нас не было времени. Поэтому я не смотрел Чарльз Фрэнсис Харпер, я не смотрю его канал, я его не упрекаю, я же не упрекаю его весь канал и его предыдущие ролики. Я конкретно говорю только за один ролик, где он, во-первых, он оскорбляет всех блогеров, которые бедолаги по сути своей, которые не имеют никакой финансовой поддержки. Просто среди нашего народа даже нету понимания, что нужно поддерживать своих блогеров, а иначе вы будете кормить чужих. У нас нету этого понимания. У нас проще закажут рекламу и помогут дагестанским блогерам, осетинским блогерам, ингушским, любым блогерам, но своим не дадут. И поэтому блогерство как таковой. Я с одной стороны понимаю Тамаева, почему он на своих не обращает внимания. Зачем ему какой-то 1 600 000 чечен? Он таджикам помогает, он другим помогает. Почему? Потому что те более благодарны. Потому что они ему поднимают рейтинги. Потому что они ему, кто поддержку, то остальное, само собой, YouTube за счет этого помогает. А наши не помогают, наши по барабану. Мало того, что не помогают, нас еще сейчас начали в пособничестве каким-то спецслужбам российским приписывать. Вы посмотрите этих бедолаги, я с ними встречался. Старенький телефон, да он что-то пытается на нем сделать
другой из-за патриотизма пытается какие-то делать статьи. Все бесплатно, все бесплатно. Даже сотрудники там, которые научных исследований пытаются провести какие-то лекции, собрать эти деньги, чтобы купить какое-то, распечатать. Сколько я раз говорил, нужны финансирование, нужно распечатать книги, распечатать карты. У меня последняя карта год тому назад распечатана. Нужно распечатать. Кто-либо помогает? Нет. Не помогают. Если помогают, упрекают. Зато мы можем спокойно не своему народу, соседу пойти, называть не то историческое место, назвать совсем другое, благодарить ему, говорить все, что, ну ладно, это дело каждого, но хотя бы не за весь народ-то хотя бы. И так далее, и тому подобное. Мы деньги отправим кому угодно. Ответь. Наши меценаты помогут, и Сюли помогут, и другим помогут. 1 миллион дадут, другому Мерседес подарит, третьему БМВ. А ты спортсмен, Хаул, а ты этот Хазбик, он Хаул, на тебе, на тебе. Ну так. И что делает это все? И что делают остальные, которые вы якобы для имиджа помогаете? Они уходят, и чихать они не хотят. Забывают. И причем при первой возможности льют парашу на наш народ. Скажите, что я не прав. Я не прав? Разве так не было? Если кто-нибудь из чеченцев после этого начинает говорить: «Ассо, моя история, мой народ», они сразу мгновенно забывают, какую бы вы им помощь не оказали. В основе своей, я говорю, не все, но какое-то количество это делает, и вы это прекрасно знаете. Так что, еще раз повторюсь, я им с его творчеством не знаком. Другие ролики я его не смотрю и не смотрел. Мне конкретно человек 50 прислали этот ролик. Ты видел, ты видел. Я и смотреть, я вначале, когда начали смотреть, если бы это не касалось бы нас, а это в первую очередь касается именно Нохчий народ, именно черкесов, то бишь адыгов, правильно говорить, адыгов, черкесов, кабардинцев. Там идет в первую очередь, ну и немножко аварцев, их тоже под общую лебедку, там, чуть ли не предателями и подельниками России называют. То есть эти три народа, которые вообще ничего не делали, не воевали, это привели первых русских и так далее. Там. Поэтому я отвечаю. Я с ним не знаком, я его с творчеством его не знаком. И знать не хочу. Но отвечаю на этот вопрос. Не надо оскорблять ни Бейбулата Таймиева, ни остальных. Я тебе столько твоих местных Бейбулатов назову, если ты называешь это предательством. Бейбулат Таймиев был национальным героем чеченского народа. Он был политиком, он был стратегом, он был воином. Так что балаболить, не мешки ворочать. Оставьте наших героев, оставьте, если вы не хотите о нас говорить, не говорите. Имидж меняется, и как назовет, как говорится, как корабль назовешь, так он и поплывет. Вы можете делать про свою историю, что хотите. Или о нашем взаимодействии пишите. Мы можем точно так же поднять эти книги, эти бумаги. Хотите, если вы начинаете оскорблять нас и наших блогеров, якобы называют, которые работают на определенную спецслужбу, я вас прошу, скажите, где мы должны получать зарплату? Я с радостью пошел бы за все 6 лет, я хочу получить свою зарплату. Назовите адрес, номер, где эта зарплата выплачивают нам, как блогерам, продажным и так далее и тому подобное. Конечно же, это само собой и ирония, и сарказм, но все-таки факт остается фактом. Вот так вот я хотел бы, надеюсь, что я ответил. Какие-то моменты я упустил, может быть, я забыл, но по мере возможности, конечно, я постараюсь ответить. Вот. Это всем, кому я обещал. И второе, я хочу показать вам один ролик. Как я вам обещал, из 2 частей состоит наш
Я внимательно слушал, когда Валентина Матвиенко, спикер Российской Федерации, Совет Федерации, давала интервью этому Киселеву, журналисту. И я не остался равнодушным к ее понятиям. Экономика истории или сохранность нации. Что важнее для ингушского народа? В последующие десятилетия в скрытой форме на государственном уровне в России проводится политика повторного упразднения Ингушской республики. Все это проводится с подачи соседних регионов, чеченской и осетинской стороной. Для того, чтобы не был решен вопрос по территориальной реабилитации и возврата ингушских земель, которые репрессивным методом передавались указанным двум народам, царской Россией и осетином Сталиным. Если Россия пойдет по варианту Сталина путем повторного объединения Ингушской республики с Чечней, перед мировым сообществом это будет оправданием сталинских репрессий и геноцида, совершенного над ингушским народом в 1944 году. Хотя ничего удивительного здесь нет. Периодически от поколения сталинского периода до следующего галазовского поколения осетинское правительство получало добро, разрешение для проведения геноцида над ингушским народом. При поддержке армии так было в 1944 и в 1992 годах. Так Матвиенко, спикер Совета Федерации, дает интервью журналисту Киселеву о том, что объединение субъектов малых народов экономически выгодно самим народам. Понятно, в чей огород бросают камни, а камни летят в ингушский огород. У чеченцев и ингушей разные взгляды на Россию. По данным интернета, более 300 тысяч чеченцев находятся в европейских странах, в Америке, которые мечтают после выхода Чечни из состава России вернуться домой. Ингуши не собираются выходить из состава России. В таком случае, какая необходимость снова объединить эти субъекты? Ингушетия богата нефтью. Только один город Малгобек в советское время давал 4 миллиона тонн нефти в год в стране, не говоря о других запасах недр, лесов и так далее. Из-за малоземелья и большой плотности населения, отсутствие строительства промышленных, сельскохозяйственных предприятий в республике, нет возможности самостоятельного развития и выхода из числа дотационных. Потому как предыдущее руководство довело республику до банкротства. Если взять историю ингушского народа, то, насколько мне известно, ингуши никогда не смирятся с объединением ни с каким народом, оставив свои земли осетинам. То, что обычай и язык сходятся, это не основание для повторного объединения. Все народы мира произошли от Адама и Евы. Но, однако, несмотря на это, каждый народ имеет свой язык, свою культуру, свои обычаи. Ингуши числятся среди народов мира как нация. В отличие от других, ингуши имеют свою тысячелетнюю историю, что невозможно отнять у этого народа. Поэтому ингуши вправе сохранять свою историю, свою нацию,
среди мировых народов, потому что этот народ тысячелетиями не поддавался ассимиляции. Для правительства и желающих объединений малых национальных субъектов России Валентине Матвиенко советую следующее. В России чуть больше 100 миллионов человек, которые пишут, что они русские. И на самом деле, как мы знаем, это государство, образующая нация. А вот китайцев 1,5 миллиарда. Пусть Матвиенко предложит русским объединиться с китайцами, как с более сильной экономикой государством. Если совершить такой шаг, через 20-30 лет русский народ ассимилируется и исчезнет как народ, как нация. Подобно этому ингуши не хотят объединения и они хотят сохранить свою идентичность. Все это я написал с тревогой и с болью в душе, думая о том, сколько страданий придется еще испытать моему народу от лжи, неправды со стороны власть имеющих. Дед Мухарбек Хасанович Хаштыров Федерации дает интервью журналисту Киселеву о том, что объединение субъектов малых народов экономически. Вторая часть ролика не такая длинная, как первая. По первой, хотя я не делал поста, а по второй я непосредственно публиковал это видео. Но я хотел бы дать пояснение. Для начала, это полнейший бред и ложь. Раз. Во-вторых, это доносительство, ложное доносительство. Во-первых, клевета. Во-вторых, доносительство и подхлемаж. И в-третьих, что касается некоторых моментов исторических, это полнейший фейк, как бы я сказал. Со всем моим уважением к взрослым старшим людям, то, что он говорит, не имеет никакой под собой основания. Ни один орган Чеченской Республики, таких как законодательный, исполнительный, судебный, общественные организации, вообще никто не говорил о воссоздании, воссоединении в Чечено-Ингушетии. И не говорит, и не хочет. Во-первых, это в первую очередь, это для нашего региона и экономически не полезно, бесполезно абсолютно. По другим есть многие моменты, которые лучше развивать и идти вперед самим, чем нежели тянуть за собой, как говорится, ношу. Во-вторых, ни один, повторю, ни СМИ, никто не говорил об объединении. Ни один человек. И это, я так понимаю, по крайней мере, я смотрю, я слушаю, везде читаю, не было такого. И желания ни у кого нет, честно сказать. После того, что было в 2009 и 2018 году, тем более. Второе, что касается доносительства и подхлемажества. Я пропускаю моменты касаемо клевета. Это то, что он говорит, что со стороны Чечни и Осетии хотят, чтобы присоединились и типа Ингушетии не стало. Вот это, конечно же, клевета. Если есть хоть один момент, где говорится, хоть один документ, хоть одно место, где это говорится официальными, неофициальными лицами, я имею в виду конкретно серьезными людьми, тогда, значит, я вру. А если нету, значит, врет этот человек. Причем преклонного возраста. Такие вещи делать нельзя. Конечно же, никто не будет на него заводить никакие уголовные дела и административку. Но все-таки это клевета и ложь. Второе. Насчет доносительства и подхлемажа. Повторюсь еще раз. Во внутренние дела осетин и ингушей я не влазю. Что там у них происходит, это их личное дело. Осетины сами разберутся, ингуши с ними тоже сами. Это то, что он говорит про осетин, их, это внутреннее их дело. Нисколько не вмешиваясь в это. Ни в их историю, ни в их разборки. Что касается чеченцев, во-первых,
я это повторюсь еще раз, не ваше собачье дело, сколько человек проживает в Европе и в Америке. Их там больше полумиллиона, а не 300 тысяч. Раз. Во-вторых, в Европу уехали чеченцы, нохчи по разным причинам. Уехали учиться, уехали лечиться, уехали зарабатывать и жить по-человечески. По разным причинам. И есть те, которые уехали политически, так сказать, переселенцы или эмигранты, называйте по-разному. Как и во всем мире. Из России уехало за последнее время, насколько я знаю, говорят, до 2-3 миллионов человек. Причем из них очень даже, причем отток произошел и умные и так далее и тому подобное. Однако, можно ли говорить, что они уехали, потому что ждут развала своего государства? Нет. То есть этот человек, основываясь на интернет-данных, говорит, что все, даже гипотетически, 300 тысяч человек, которые уехали в Европу, ждут развала России, чтобы потом вернуться домой. Жалко, что этот старик не понимает, что из этих 300 тысяч в основе своей 299 тысяч приезжают домой, навещают своих родных, близких, помогают финансово и ждут, пока их дети или лечатся, или учатся, пока они станут профессионалами, и в полном спокойствии улетают и прилетают из Европы. Вопрос в другом. Они-то убежали или уехали, ускакали, уплыли, потому что была война. У меня вопрос. А по каким таким причинам уехали ваши? Под прописками грозненскими, под названием чеченцы и так далее и тому подобное. Вот интересно, вот войны у вас не было. Я же могу задать обратный вопрос. Ведь не понравится? Нет. Тогда зачем вы трогаете чеченцев? И некоторых чеченцев, которые занимаются подхлемажами и подлизываются, и называя чужие территории чужими именами, мол, я здесь был, мы знаем, мы... За себя говори. За себя. Я не был нигде. Я был дома у себя. В самое тяжелое время. И я, в отличие от этого человека, прекрасно знаю свою историю. Только в его высказываниях я не понял одного момента. Были причины, в которых мы сами были виноваты. Интересно, что же за причины мы сами виноваты, когда ты убежал от войны с детьми, с матерью, потому что ты не можешь воевать, потому что у тебя нету здоровья, нет возможности, может, другие политические взгляды. И каким же образом этот человек может себя вести в палаточном лагере на Астхоевских землях? Вот мне интересно, это каким же образом, что они сделали такого? Ладно, оставим. Так вот, что там насчет этого? Да, интернет-пространство. Зачем Матвиенко или всем людям, которые смотрят интернет-пространство, доносить или говорить, если бы это даже было правдой, говорить о том, что они ждут развала, то есть мечтают уничтожения, не говорит, что больных, экономически, заработать, туда-сюда, что уехали. А кого ждут ваши тогда? Почему они не возвращаются? Ладно, не было войны, уехали. Без войны они уехали туда. У меня вопрос. Мало того, что не было войны, почему они не возвращаются? Чего они ждут? Ну, те, которые уехали с вашего региона. Сколько их тысяч? 1000, 10 тысяч, 20 тысяч.
Сколько вы говорите, вас представителей в Европе можно забить и узнать, это не проблема. Если чеченцев 300 тысяч, ваших сколько там, 30 тысяч? Вот эти 30 тысяч, что ждут и сидят в Европе? Почему, скажите мне? Они тоже ждут развала России, чтобы потом вернуться, раз они не вернулись до сих пор. У меня вопрос, если бы нас не трогали, мы не задаем эти вопросы, и нам дела нету до вас. У меня вопрос, зачем вы обсуждаете наших представителей моего народа, которые уехали в Европу? Лечиться, больной, хромой, деньги зарабатывать. По студенческой визе. Вам какое дело до них? Зачем вы перед Матвиенко, называя ее то старой старухой, то другое, выкладываете и говорите о наших чеченцах, которые уехали в Европу? Почему вы стравливаете и показываете федеральному центру, по крайней мере пытаетесь показать федеральному центру, что, мол, они плохие, они ждут развала, вот только дайте им повод, вот чеченцы плохие, они выйдут из состава России, а мы никогда не выйдем. То есть вы красавчики, а мы плохие. И это говорит необразованный молодой человек, которого нету, который школьник, который не учился. Это говорит взрослый, мудрый человек. Если ты не хочешь объединяться, с вами-то и так не хотят объединяться. Здесь нету, здесь вообще люди думают о другом. Здесь заработать, где что построить, как восстановить. Здесь вот о чем думают. Если вы пытаетесь заиграть перед федеральным центром или с Матвиенко, вы можете не упоминать чеченцев. Какие земли у вас отобрали чеченцы? С помощью российской власти, вы написали там, с помощью царской России и с помощью Иосифа Виссарионовича Сталина. Когда Сталин горел любовью к чеченцам? Ну почему вы никогда не говорите? Почему вы сейчас делали Сталина осетином? Почему вы не говорите, что он всегда говорил, что он грузин, кавказец? Почему? Почему? Потому что вы не хотите испортить отношения с грузинами, вы боитесь этого. И называете целенаправленно Сталина осетином. Как говорит ваш любимый злой Изя, он же говорит, я чувствую себя грузином. У меня по матери я грузин, по отцу я осетин. Еще раз повторюсь, со всем уважением к грузинам, осетинам мы ничего против не имеем, не об этом речь. Если Сталин себя чувствовал грузином, он может быть грузином. Если бы он все время ассоциировался и везде говорил, что он осетин, это одно дело. Но в этой ситуации, с каких это пор Иосиф Виссарионович Сталин был сторонником чеченцев и отдал ваши земли чеченцам? И мы просили у Сталина, чтобы отдали, чтобы нас объединили. Будь проклят тот день, когда в 1934 году нас с вами объединили. Будь проклят тот день. И тот самый Малгобек, который ты называешь, и Малгобекский район, исторически вашим, не был исторически вашим. И вы прекрасно знаете, он стал во время СССР, как вы говорите. Во-первых, его построили только в 1935-м, для начала. Если я не ошибаюсь, исторически. Во-вторых, Малгобек и Сунжинский район с 29 по 34 5 лет добровольно входил в состав Чечни. До этого это был Сунжинский округ. До этого Малгобека вообще не существовало, там был Псидавский округ. Это, само собой, это Уарстхойма и земли Бека Черкасского. Это область. Потому что там до сих пор сохранились адыгские кладбища, которые некоторые пытались под шумок бульдозерами убрать и так далее и тому подобное. И это тоже помним. Мол, наш Малгобек добывал в советское время 4,5... Во-первых, наш Малгобек, общий. Вашим он стал после 2018 года, когда по-братски между собой договорились по границе глава Чеченской республики и глава республики Ингушетия.
Вот тогда он стал ваш. А до этого он вашим не был. Начиная с Джохара Дудаева и заканчивая 18-м годом. Я говорю о юридическом компоненте. И что там 4 миллиона баррелей в день или в месяц или в год добывалось, перерабатывалось, все, оно уходило куда? Правильно. В нашу столицу, в город Грозный. А в этом городе Грозном все шоколадные места, самые лучшие места, кто занимал? Правильно, не чеченцы, а в основном или ингуши, или русские. Разве это не так? В чем ущербность? Это Сталин тоже науськал и сказал вас поставить на самые шикарные места, шикардосские места? Да нет. Еще раз говорю, нету ненависти, презрения ни к одному народу. Мы отвечаем на выбросы, наш адрес. По этому ролику я и отвечаю непосредственно. Ни руководство, первый тезис, ни руководство, никто не говорил об объединении. Второй тезис. Не ваше дело, сколько человек живет в Европе, по всему миру чеченцев. И это ложь и клевета, что все они ждут развала государства России. Вы тем самым пытаетесь российскую власть травить, чтобы наши граждане не могли вернуться, чтобы не могли навещать своих родных и близких. Всегда у федерального центра было презрение и ненависть к нашему народу, а вы за счет этого оттяпали кусок земли и получили шикарные места. Так что ли? Я правильно это понимаю? Хотя у вас есть определенное количество людей, которые живут за границей, которых не было войны, но уехали, неважно как получали грозненские или остальные прописки, неважно, кто выдавал в палаточных лагерях им как беженцам определенные места, чтобы они выезжали в Европу и так далее и тому подобное. Эти все моменты все знают, но их никто не выпячивает, никто не показывает и не просит у Матвиенко, клевеща, вводя клевету на весь народ, на всех остальных. Ведь правду можно говорить и не проплачивая, а правду так, как она есть. Но не трогайте, вам 100 раз говорили, не трогайте нас. Закончились времена, когда у нас шла война, когда нам не было, не до вас было, когда вы гнали пургу, писали о нас, делали всякие гадости про наш народ. Оставьте в покое. Европейские новчи уехали, чтобы учиться, зарабатывать, лечиться. И может быть, конечно, есть среди них те, кто политически недоволен. Но таких уехало из России почти что 1 миллион или 2. И что? У них российские паспорта, они тоже могут вернуться, они передумают вернуться, приедут, уедут, и ничего такого нету. Зачем? Вы могли четко сказать, мы не хотим объединиться ни с каким регионом, даже не называя. Да нам наплевать, какая у вас тысячелетняя история, все остальное. Но про Малгейкбек, про нефть, это исторически к нам когда-то в любом случае относилось до поры, поэтому я высказал, даже до этой нефти этого дела нет. Но где Сталин? Где царская Россия нам отдала ваши земли? Вот мне интересно, мне как историку интересно, когда чеченцам отдали ингушские земли. Потому что у меня возникает, у меня есть прокламация Борятинского. Борятинский обещал по 1839 году, а по 1839 году куда доходила область, граница Малой Чечни? Возьмите карты, причем на своих же книгах вы увидите, где эти карты и докуда доходят. И не надо делить чеченцев на европейских, американских и так далее. Это наши нохчи, это наш народ. И в Аухе, и в Панкисе, и везде, где проживают нохчи, это наш народ. А политические взгляды, да, мы такой вот народ. У нас разные взгляды. Кто-то любит арабов, кто-то любит этого Эртугрула, кто-то более северным. Такие вот мы, не одинаковые.
В этом и заключается суть демократии. Мы же не бараны, как все. О, только ты, только тебе, только мы не нарушаем. Вот такие вещи у нас. Если честны с нами, справедливы с нами, и мы честны, справедливы. Если нет, ассаламу алейкум. Все. Я думаю, доходчиво и понятливо объяснил. Ладно. По остальным вы можете прочитать у меня этот пост опубликован, это видео опубликовано. Алмошел, ну, я не знаю. Ну, решайте свои какие-то политические баталии насчет своего региона, не называя непосредственно наш субъект или наш народ каким-либо образом. Я считаю, что это более правильно. А так, конечно, решать вам. Все, ладно, задавайте вопросы. У нас есть еще минут 15, чтобы ответить на ваши вопросы. К сожалению, у меня больше времени нету. И, честно сказать, у нас очень большие финансовые ограничения. Сегодня я обещал, дал слово, что мы ответим и отвечаем. Посты я делаю, публикую. Истории, очень много новых материалов. И вы скоро их увидите. Тоже будем публиковать. Я просто финансово и морально, физически, честно сказать, вы увидите. Один день я закидываю 12-13 постов. Другой день могу 3 закинуть. Потом могу отсутствовать. Еще раз повторюсь. Если я долго отсутствую, значит, у меня реально большие проблемы. Или технические проблемы, или, как говорится, финансовые проблемы. Мне никто не принесет, не скажет, вот это тебе от нашего бизнесмена. У нас таких нет. Но это было где черный, щещи ахшту, щелу агда еще что, но все-таки, повторюсь, великий афоризм – это пословица и афоризм наших предков. Щецах лейвоцик арах эльфа. Если есть вопросы к Баштаму, пишите в чате. Хоть строить им золотые небоскребы. Но и они забудут, кто и сделает из вас и террористами, и бандитами. Скажет, на самом деле это все было украдено. Я не знал. Они такие сволочи, такие нехорошие. Они обналичивали авиза, они нападали на нас в 99-м и так далее. Так и показывается. Остальные моменты, поэтому говорим, учите историю, слушайте своих блогеров, читайте. Эти маленькие микроновости несут целый мир. И там вы можете узнать очень много. И да, я отвечу нашим. Если вопросы есть, Ибраим, YouTube, что вопрос, хадайтла. И да, я хочу ответить нашим, моим адвокатам, еще раз повторюсь. Мне реально жалко смотреть на вас. Я вас прошу, но не надо. Не надо мне рассказывать о том, что вы ответите перед Всевышним за данное фитну. У тебя за комментарии я пытаюсь очистить и максимально, где мат есть, я убираю. Ну, посмотрите, начинаете вы начинаете вы. Это я оставлю завтра, посмотрим, я постараюсь, если у меня будет возможность, завтра я эфир сделаю, конечно, если будет. Есть моменты, где еще пару вопросов, которые нужно обсудить, которые нужно рассмотреть. И что же в них говорится, и как вы обсуждаете, что мы являемся, вырезки взяли с Ногайского, с Калмыкского, вот, якобы мы являемся братьям калмыкам, нагайцам, и поэтому якобы ингуши, приезжающие туда, купцы, видели, что мы одного происхождения, и написали, что мы ногайчи. Это ваши цитаты, я могу зачитать и показать. Взяв определенный кусок из истории кумыков, где говорится, что нам помогали братья чеченцы, там другие, там перечисление идет.
И он говорит, мы поэтому называем их, но настолько тупыми, вот просто-напросто умственно отсталыми людьми, это просто невыносимо. А потом мне рассказывают о каких-то ДНК и генетике. Ведь сами знают прекрасно, что они могут посмотреть ДНК и просто-напросто настолько обгадятся. Никакого отношения. Вопрос такой у нас. В Осетии есть проблема незнания родного языка какой-то части народа. В Чечне присутствует эта проблема. Альберт, вопрос хороший. Родной язык знают хорошо в основном. С этим проблем нет на самом деле. Есть проблема каких-то старых слов, изучения. И есть проблема в том, что говорят, некоторые говорят 50 на 50, то есть половина родного языка, половина русского языка, смешивая слова-паразиты, используя. То есть имеется слова-паразиты в данной ситуации, это использование на родном языке слова там из русского языка. Ну, или из английского, или из арабского. Над этим работают, над этим стараются. Утери устного чеченского языка как таковой невозможно. Устный чеченский язык всегда оставался и был. А вот письменность чеченская, вот здесь чуть-чуть сложнее. И я и не скрываю это, я и сам пишу с ошибками до сих пор, потому что в основе своей и академию, и университет, и школу, все я заканчивал в России. Дома я закончил только 1 класс. Я, по сути, так жил в СССР. А дома почти что не жил. Приехал домой в 93-м году. 93-94 год. 93-м, точнее. То есть в Первую войну. И после этого я никуда не уезжал. То есть я уезжал учиться, то есть сдавать что-то, и приезжал. И на различные олимпиады, и лагеря, образовательные лагеря ездил. Так, во время войны ни первой, ни второй, ни одной никуда не уезжал. Никому не платил. Да, худо, бедно, с болезнями, совсем, но я был дома. И благодарен Всевышнему, что я был среди своего народа и у себя дома. Поэтому утери нет. В городе, но по статистике, к сожалению, есть статистика. И статистика с детского сада у нас прямо говорят на родном языке, пишут на родном языке. Как таковой потери нету, хотя там есть данные статистические, которые говорят о том, ЮНЕСКО говорит, что он один из вымирающих языков, наш родной язык. И скажу так, есть российские статистические данные, где говорится, что в России в целом 90%, на втором месте стоят чеченцы, которые, там было написано в статистических данных, русскоговорящие, процентное соотношение. Так, на первом месте со 100% стоит Россия, и на втором месте с 90% стоит Чечня. Это те, которые говорят на русском языке, то есть свободно говорят на русском языке. То есть они понимают, или хотя они могут говорить грамотно, но понимают и более или менее могут изъясняться. 90% это статистические данные у меня есть, это на 2020 год. Вот. А что касается сельских, там побеждает 100% родной язык. Тут никаких вопросов нету. Так что вот так как-то. Вот. С языком очень многое делается для восстановления родного языка. Есть отличные блогеры, которые работают над этим. Так что
Будем надеяться на лучшее. Как-то так. Есть у вас еще вопросы, Ибраим? Чтобы они не говорили, что мы не отвечаем. Если есть, быстрее задавай. У нас. А то... Задавайте вопросы, если есть, конечно. Я приглашал тут, есть в YouTube-канале и в Фейсбуке нарнийские. Нарнийцы — это не нация, повторюсь еще. Это люди, которые врут, сказки сочиняют, небылицы. Просили меня ответить на вопросы. Нахчимат. Тайна цивилизации. Амабе. Махаза бека иза. Нахчимат. Хазалей. Цюнгваргалей. Дозалей. Дуня да цаноман цандеши цане хватлур дацвей. Хазд баци. Дик баци. Ицашикуяц. Цул хаза. Дуня да цаунду. Иза. Бусулбдинду. Шол вай муатти вай камибу. Сундере цашикуяц тя. И еще, что я хотел сказать. Что-то я хотел сказать и забыл. Ибраим, точка байт нера, точка был, хотя вопрос статсбук. Да, я говорил этим нарнийцам. Я не люблю писать большие тексты, я не люблю... не потому, что не могу, я могу. Ну, вести сразу я веду, смотрите. Твиттер, ВКонтакте, Ютуб, Инстаграм 2 канала, Фейсбук, Рутуб. У нас идет сколько? Почти 8 платформ я веду. Везде написать, везде распространить, везде все сделать. Это уходит огромное время. А еще отвечать на вопросы. Опять же, я не сотрудник спецслужб. Мне за это правительство не платит. Рекламы, как вы знаете. Хотя я понимаю, с другой стороны, если мне никто не платит, если никто рекламу не заказывает и все остальное, люди, наверное, думают, что без денег это делать невозможно, а значит, я под кем-то. То есть такое представление возможно есть, но это ошибка. Валлахи, биллахи, таллахи, ошибка. Мои помощники — это несколько человек, которые иногда помогают. И то, если вы думаете, что это... Ладно, я не хочу озвучивать сумму, но это даже не $100, но уж больше говорить не надо. Это в месяц, я имею в виду. Вопрос, что означает тухум. Военно-политическое, социально-экономическое взаимодействиями между тейпами. Вот что обозначает тухум. То есть тухум, по сути, это один район. Район, и вот все, что из разных тейпов, взаимоотношения, торговля, социально-экономическое и политическое взаимоотношение между тейпами в одном месте. Вот что значит тухум. Вот и все. Дальше. Лях пишет, как вы смотрите на то, чтобы все рекламные и прочие вывески были продублированы на чеченском языке. Я отношусь к этому и больше скажу. Я считаю, что они должны быть даже больше на одном языке, на родном языке. Могу пояснить, почему. Да, конечно, сейчас есть туристы огромное количество, но и пускай. Можно большими буквами написать на родном языке, потому что, не возникают же туристы, когда едут в Турцию, в Америку, в другое место. Они учат английский язык, пускай учат другие наши языки, знают. Это здесь наша родина, это наш язык, мы его должны сберечь, мы его должны сохранить. Большими буквами наше и маленькими пояснительные можно на русском, хотите на английском.
без разницы. Я считаю, что так как-то можно, конечно, и сделать одним шрифтом большим, там, на чеченском, на русском, но я не знаю. По мне, вот рекламные вывески должны быть все на родном языке. И язык это должен быть наш. Ненамот, нохчимот. Хазбекила, санхомия, хазамот. Мотиватор. Это чеченский? Нет. Тухум это арабское слово. Некоторые его приписывают к турецкому, тюркскому, но это арабское слово. Хотя есть и некоторые ученые, которые говорят, что якобы оно относится, возможно, что оно относится к нашему, а тюрки его у нас переняли. Нет, у нас нету такого слова. У нас есть вар, верс, и в уральском языке, в хуритском языке есть динто, аналог этого. Но в нашем языке я не думаю, что оно есть. Вот так вот. А его впервые начали использовать ученые к нашему народу в 19 веке уже. До этого у нас его никогда не было. И впервые его использовали в Дагестане. И кажется, это был русский ученый какой-то. У нас оно перекочевало. То есть они взяли, перенесли к нам из Дагестана. Почему они сравнивали нас с Дагестаном, я не знаю. У нас моноэтническое государство, регион. А у них многонациональное, потому что там Альберт спрашивает, есть ли в Чечне где-нибудь улица имени Байсангура Биноевского? Конечно, есть. Улица, ты говоришь улица, целый район города Грозного. Есть Байсангуровский район, есть Шейх-Мансуровский район. И улицы есть. Был как вариант Духум. Мотиватор 727. Короче, брат, когда вариант с тобой выйти на эфир? Да в любое время. Когда я в эфире, заходи, выходи, нажимай. Сейчас уже, к сожалению, уже все, у меня время заканчивается. Если завтра у меня, я как-то, как говорится, будет возможность финансовая, сделаем завтра. Если не будет, воскресенье. Обычно эфиры и стримы у меня пятница, суббота, воскресенье, если нету какой-то ЧП, чрезвычайной ситуации. Эти 3 дня, начиная с 20:00 и обычно до 2-3 часов утра, мы делаем эфиры. Вот. Вот так как-то. Так что, как говорится, в любое время приходите. Будем делать с вами эфир вместе. Есть еще вопросы? Так, все замерло или вопросов нет? Вообще, я в эфире или нет? Кто-нибудь ответьте. Да, нет. Есть эфир, нет эфира. Тишина. Роберт, у вас в действительности отсутствует буква «Ф» в алфавите и не используется в словах. Не использовалась раньше, а «Ф» не отсутствует. Теперь есть эта буква. Но в древности, да, отсутствовала. Считается, что фонема «Ф» пришла от ираноязычных, то есть от осетин соседних, что у них переняли его.
в Грузии, поскольку я знаю, я спрашивал, грузинский, некоторые говорят, что в грузинском алфавите тоже нету буквы П. Хотя, если я не ошибаюсь, в одном, там 3, кажется, алфавита в Грузии, да, об одном вроде бы говорят есть, а в остальных отсутствует буква Ф. И они говорят не Ф, а П. Это Парнаваз, а не Фарнаваз. Ну, наши любители буквы Ф называют его Парнамаз. И это правильно говорит Парнаваз. Как-то так. К сожалению, уважаемые друзья, у нас осталось 2 минуты. Я буду на связи, если вдруг кто хочет написать в директ, пишите, приглашайте нам больше подписчиков. Огромная благодарность сегодня задонатили 3 человека. Да, Дойл Булдиснег, Эзашка Солдолетил. Огромная вам благодарность за поддержку нашего канала. Вот. И в конце каждого эфира, как я говорю, я прошу прощения, если каким-то образом я задел кого-то, имеется в виду какую-то нацию, этнос, субэтнос. Я прошу прощения у вас ради Всевышнего Аллаха, ради Бога. Простите, никого не обидеть, не задеть не хотел. Это история, это мудрость, которая пришла от наших предков. Поэтому, если у вас есть вопросы, если вы хотите провести дискуссию, культурно пообщаться, мы всегда рады в прямом эфире. Приходите, наши двери открыты. Всем моим слушателям, братьям, подписчикам огромная благодарность. Злопыхателям больше мозгов и попытаться понять, о чем я говорю. Не бойтесь, приходите в эфир, заходите, задавайте вопросы, которые вы считаете, что вас ущемляет, оскорбляет. Никого мы не оскорбляем, не ущемляем, мы просто пытаемся защитить и отстоять честь, достоинство своего народа вот именно в историческом поприще. Дона Зарон Дерез Масар Нахил, тебе спасибо большое, что Всем ассаламу алейкум. Праведных снов. Спасибо, что были с нами. Всего самого хорошего.